Хорошо, добро пожаловать обратно в веб-программирование на Python и JavaScript. Итак, на данный момент в рамках курса мы рассмотрели пару различных технологий. Мы рассмотрели HTML и C, которые являются языками, которые мы можем использовать для описания структуры веб-страницы, а затем соответствующим образом оформить ее. А затем мы также взглянули на Python. Язык программирования, который мы могли бы использовать для получения функций программирования, таких как циклы, условия, переменные функции и многое другое. И то, что мы собираемся сделать сегодня, это представить Django, который объединит эти два понятия. Django — это веб-фреймворк на Python, который позволит нам писать код на Python, способный динамически генерировать HTML и C, что в конечном итоге позволит нам создавать динамические веб-приложения. Так что же это теперь позволит нам сделать такого, чего мы раньше не могли сделать, используя только HTML и C? Ну, используя HTML и C, веб-страницы, которые мы создавали, были статическими веб-страницами. Они были одинаковыми. И каждый раз, когда ты посещал веб-страницу, страница, на которую ты смотрел, была идентичной. Но в конечном счете, если вы подумаете о веб-сайтах, с которыми вы взаимодействуете изо дня в день, скажем, о New York Times, например, это не тот случай, когда каждый раз, когда вы заходите на домашнюю страницу New York Times, вы видите один и тот же HTML. Это меняется. На следующий день ты можешь увидеть новую дату. Ты можешь увидеть статьи следующего дня. Всякий раз, когда кто-то комментирует статью, ты можешь видеть эти комментарии. И ты можешь видеть, сколько людей прокомментировали статью, например. И, вероятно, это не тот случай, когда кто-то сидит там и обновляет HTML-код веб-сайта New York Times каждый раз, когда что-то меняется. Скорее всего, есть какая-то программа. Может быть написанная на Python, может быть написанная на каком-нибудь другом языке, который динамически генерирует HTML и C и позволяет веб-приложению реагировать в зависимости от того, как пользователи взаимодействуют с ним. И это в конечном счете то, что мы собираемся попытаться создать, используя этот веб-фреймворк Django. Мы собираемся создать программное обеспечение, которое будет работать на веб-сервере таким образом, чтобы клиенты, работающие в своем веб-браузере, могли отправлять запросы на наш веб-сервер. И наш сервер собирается ответить каким-то ответом. И как же этот процесс происходит на самом деле? Ну, в конечном счете все сводится к этому протоколу HTTP, иначе известному как протокол передачи гипертекста, который является протоколом для передачи сообщений туда и обратно через интернет. В данном случае ты можешь думать об этом как о компьютере, некотором пользователе, которого мы могли бы назвать клиентом, а затем о нашем сервере, который будет сервером, на котором будет размещено наше веб-приложение. Мы собираемся написать веб-приложение Django, которое будет работать на этом сервере. И клиенты будут отправлять запросы на этот сервер. Сервер обработает этот запрос, а затем вернет какой-то ответ. Этот запрос может выглядеть примерно так. Под капотом он может начинаться со слова «получить». Get — это всего лишь пример метода запроса, способа, которым вы можете попытаться получить страницу. Так что get просто означает, что я хотел бы получить конкретную страницу. В данном случае страница, которую я пытаюсь получить, это страница с косой чертой, просто обозначающая корень веб-сайта, обычно страница по умолчанию для веб-сайта. HTTP 1.1 — это просто версия HTTP, которую мы используем. А host — это URL-адрес, по которому мы пытаемся получить доступ к веб-странице. Так что example.com или какой-нибудь другой веб-сайт, например, на который я мог бы попытаться сделать запрос. Так что этот запрос в конечном счете отправляется моим веб-браузером, например, когда я ввожу URL-адрес и нажимаю «Возврат». Сервер обрабатывает этот запрос, а затем выдает какой-то ответ. И ответ, как правило, будет выглядеть примерно так, начиная с HTTP-версия 1.1 или в некоторых случаях 2, сейчас версия 2, а затем какой-то код ответа. 200 — это код ответа, который просто означает «ОК». Все было в порядке. Страница была успешно возвращена, например. И здесь во второй строке мы видим тип содержимого текст HTML, что просто означает, что формат данных, возвращаемых в этом ответе, это данные HTML. Это HTML-данные, которые веб-браузер пользователя на клиенте должен затем отображать, например, в виде HTML. И есть другие типы контента, а также другая информация, которая возвращается в этом ответе. Но ключевая идея заключается в том, чтобы просто думать о сети с точки зрения запросов и ответов. Один пользователь делает запрос, чтобы получить определенную веб-страницу. И то, что они получают в ответ, это такой ответ, который, как мы надеемся, включает код статуса 200, что означает «ОК», но есть и ряд других кодов статуса. Некоторые из самых популярных, 200 означает «хорошо». Ты, наверное, видел 404, код статуса, который означает «не найден», например, если ты попытаешься запросить несуществующую веб-страницу. Другие, кого ты мог видеть или слышать, переехали насовсем. Это часто случается, например, если тебя перенаправляют с одного веб-сайта на другой. Вскоре мы рассмотрим пример этого. 403 обычно означает «запрещено». Ты пытаешься получить доступ к странице, к которой у тебя не должно быть доступа. А 500 обычно относится к какой-то внутренней ошибке сервера, обычно означающей, что тот, кто писал сервер, возможно, наше веб-приложение Django, в нем что-то глючит. И нам, возможно, придется вернуться назад и выяснить, где находится эта ошибка, чтобы исправить ее. И опять же есть и другие коды статуса. Но это одни из наиболее распространенных, которые мы будем видеть и с которыми будем взаимодействовать при создании веб-приложений с использованием Django. Значит, Django — это веб-фреймворк. Это набор инструментов, который уже создан для нас, который просто облегчит начало работы с написанием кода на Python для разработки полноценного веб-приложения. Заботьтесь о некоторых вещах, которые большинство веб-страниц
страниц все. Нужно сделать так, чтобы мы могли сосредоточиться на интересной логике создания наших собственных веб-приложений. Поэтому первый шаг, который тебе нужно будет сделать для того, чтобы использовать Django, это установить его. Если ты используешь Python, возможно, ты знаком с pip, менеджером пакетов Python, который позволяет легко устанавливать новые пакеты. И первое, что мы, вероятно, захотим сделать, это установить Django. И здесь мы будем использовать Python 3, так что вам может потребоваться указать pip3 install Django, чтобы установить Django в вашу систему. И после того, как вы это сделаете, мы сможем запустить команду, чтобы создать проект Django. И эта команда выглядит примерно так: Django admin start project, за которым следует название проекта, который мы хотели бы создать. Когда мы запускаем эту команду, Django автоматически создаст для нас несколько начальных файлов, чтобы начать процесс создания веб-приложения. Так что давай попробуем создать проект. А сейчас я зайду в окно своего терминала. И что я собираюсь сделать, так это ввести эту команду. Я собираюсь ввести Django admin, а затем запустить проект. А затем мне нужно дать этому проекту название. И я просто собираюсь дать этому проекту название Lecture 3, например. Ты можешь назвать проект как угодно. И когда это происходит, когда я набираю ls, я вижу, что каталог или папка Lecture 3 были созданы для меня Django. И если я продолжу и открою это в своем текстовом редакторе, мы сможем взглянуть на то, какие файлы находятся внутри этого каталога Lecture 3. Так что на самом деле я пойду дальше и загружу компакт-диск в Lecture 3 и открою его. И то, что мы видим внутри Lecture 3, это пара файлов, которые нам дают просто для начала. Так что там есть пара файлов. И не все из них действительно интересны нам прямо сейчас. Но в первую очередь manage.py — это файл, который Django собирается создать для нас. Нам, как правило, не нужно прикасаться к этому файлу, но мы собираемся использовать manage.py файл, чтобы иметь возможность выполнять команды в этом проекте Django. И мы увидим пару примеров этого сейчас, а также пару примеров этого в будущих лекциях. И затем еще один важный момент, который мы рассмотрим, это settings.py, который как раз содержит важные параметры конфигурации для нашего приложения Django. Settings.py поставляется с предустановленной парой настроек по умолчанию. Но мы можем захотеть изменить эти настройки, чтобы иметь возможность добавлять функции в наше приложение или вносить некоторые изменения в поведение приложения. А затем другой важный файл, который предварительно создан для нас сейчас здесь, это urls.py. И ты можешь думать о urls.py в качестве своего рода оглавления для нашего веб-приложения в любом данном веб-приложении на веб-сайте. Есть несколько различных URL-адресов или маршрутов, которые вы можете посетить. В Google, например, ты можешь зайти поиск или изображение. И urls.py — это будет просто оглавление всех URL-адресов в моем веб-приложении, которые я в конечном итоге смогу посетить. И поэтому, если я хочу попробовать запустить это веб-приложение, просто чтобы посмотреть, как оно выглядит, способ сделать это в Django таков: в терминале я запущу Python manage.py, последовала команда, а команда называется ranseorva. И, как правило, именно так мы будем использовать manage.py. Мы будем manage.py, далее следует аргумент, указывающий, какую команду мы хотели бы запустить. И Python manage.py ranseorva означает идти вперед и фактически запускать этот веб-сервер. И если я это сделаю, то теперь я запускаю этот веб-сервер локально. И я вижу кучу отладочных результатов. Но для меня интересно то, что здесь написано запуск сервера разработки по адресу http://0.0.18000. Вот где в данный момент запущено мое веб-приложение 127.0.0.1. Это IP-адрес. Адрес в интернете, который относится только к моему локальному компьютеру, на который я сейчас смотрю. Значит, только я могу получить доступ к этому, а не кто-либо другой в интернете. А 8000 — это то, что мы бы назвали номером порта. Это просто относится к тому, какой тип сервиса выполняется. И у вас может быть несколько разных интернет-сервисов, работающих на разных портах. В данном случае наше приложение Django работает на порту 8000. Так что если я скопирую этот URL-адрес и просто зайду в свой веб-браузер и вставлю этот URL-адрес, я увижу просто страницу Django по умолчанию, на которой будет написано, что наша установка Django работает. А это страница по умолчанию, которую Django собирается предоставить нам, чтобы сообщить, что Django загружен для этого веб-приложения. И теперь мы действительно можем начать создавать это веб-приложение, добавляя в него нужные функции. И поэтому то, что мы создали здесь, мы называем проектом Django. И с точки зрения того, как структурирован проект Django, каждый проект Django, как правило, состоит из одного или нескольких приложений Django. Так что в одном проекте может быть несколько приложений. И причина такого разделения в том, что если вы думаете о больших веб-сайтах, часто большой веб-сайт. Большой проект имеет несколько различных приложений, которые являются своего рода отдельными сервисами, работающими внутри него. В Google, например, есть поиск Google, но также изображение Google, новости Google и карты Google, где вы можете рассматривать каждый из этих отдельных сервисов как отдельное приложение в рамках одного более крупного проекта, такого как Google, например. Или веб-сайт Amazon, например, может быть одним большим проектом, в
котором есть пара разных приложений. Возможно, одно приложение для покупок и одно приложение для видеосервиса Amazon, например. И вот Django поставляется с предустановленной возможностью взять проект и разделить его на несколько отдельных приложений. Может быть, для более простых приложений у нас будет только проект, внутри которого будет одно приложение, а не несколько. Но у него есть возможность позволить нам создавать эти отдельные приложения с разными возможностями. Так что если мы хотим начать работу с Django, первое, что нам нужно будет сделать после создания проекта, это создать Django, приложение и так далее, так что возвращайтесь к терминалу. Я пойду дальше и выхожу с этого сервера, нажав кнопку управления C, чтобы сказать, что я хотел бы выйти, остановите запуск сервера. Так что теперь, если я вернусь к этому URL-адресу и обновлю его, это не сработает, потому что сервер Django больше не работает. Но я запущу команду Python Manage, PyStartup, а затем название приложения, которое я хотел бы создать. И для нашего самого первого приложения я буду называть это приложение просто Hello, например. Так что сейчас я создал один проект Django под названием Lecture 3, внутри которого я создал самое первое приложение, которое теперь назвал Hello. И поэтому, если мы сейчас посмотрим на наши файлы, ты увидишь, что в дополнение к каталогу Lecture 3, который существовал раньше, у нас также теперь есть каталог Hello, созданный для нас Django, который будет содержать информацию, необходимую для работы приложения Hello. И опять же есть ряд файлов, которые генерируются по умолчанию. Мы не будем рассматривать их все сегодня. Мы собираемся сосредоточиться в первую очередь на views. Сейчас мы поймем, почему это будет файл, который позволит нам описать, что видит пользователь, например, при посещении определенного маршрута, где мы можем решить, что будет отображаться пользователю. А также другие файлы мы рассмотрим в течение этого семестра, взглянув на то, какие дополнительные функции может предложить Django. Итак, мы создали это приложение Hello, которое хотели бы установить в этот проект. И для того, чтобы установить его, нам нужно зайти в настройки для этого конкретного проекта Django. Так что если я зайду в каталог Lecture 3 и открою Settings, то, что я здесь увижу, это большой файл, созданный для меня Django. Я не писал ничего из этого кода, но это всего лишь конфигурация по умолчанию для проекта Django. И если ты прокрутишь страницу вниз, где-то там ты увидишь переменную installed _apps, в которой Django настраивает, какие приложения установлены в этом проекте. И есть целая куча отдельных приложений, установленных по умолчанию, которые просто созданы Django. Одно из них, например, управляет сеансами, которые мы рассмотрим чуть позже. Но если я захочу добавить свое новое приложение, которое я только что создал под названием Hello, к этим установленным приложениям, я пойду дальше и просто добавлю в этот список строк переменную installed _apps, я просто добавлю Hello. Итак, теперь Hello будет установленным приложением в этом конкретном проекте Django. Так что теперь я хотел бы сделать так, чтобы это приложение Hello действительно делало что-то и отображало что-то, когда я пытаюсь посетить определенный маршрут, например. Так как же я могу это сделать? Что же, давай зайдем в каталог Hello и давай взглянем на Views. Внутри моего приложения привет. Итак, вот файл по умолчанию, опять же из Views. Я вижу комментарий, который дается мне по умолчанию, в котором говорится: создавай свои взгляды здесь. И ты можешь думать о каждом представлении как о чем-то, что пользователь, возможно, захочет увидеть. Так что давай просто создадим представление по умолчанию. Для того, чтобы создать представление в Django, мы собираемся определить функцию. Так что эту функцию я буду называть просто индекс. Эта функция по соглашению принимает в качестве аргумента аргумент запроса. И это будет аргумент, который будет представлять HTTP-запрос, сделанный пользователем для доступа к нашему веб-серверу. Так что если нам нужна информация об этом запросе, мы можем заглянуть внутрь этого запрашиваемого объекта, чтобы получить доступ к некоторым другим данным. И на это мы тоже сейчас взглянем. А теперь скажи, что бы я хотел сделать в ответ на эту просьбу. Ну а сейчас я хочу сделать вот что. Давай просто сделаем что-нибудь простое и вернем HTTP response типа «Привет, мир». Например, HTTP response — это специальный класс, созданный Django. И поэтому, если я захочу его использовать, мне, как правило, придется его импортировать. Итак, Django предоставит нам множество функций, которые мы, возможно, захотим использовать в наших веб-приложениях, но если мы хотим их использовать, нам, как правило, сначала нужно их импортировать. И так уж получилось, и я знаю это только из чтения документации Django, что я могу включить такую строку из Django: HTTP import HTTP response, чтобы сказать, что я хотел бы импортировать возможность давать HTTP ответ. А теперь у меня есть функция, представляющая мою точку зрения. Эта функция называется индекс. И что делает функция индекс? Так это просто возвращает HTTP ответ типа «Привет, мир». И вот такой ответ. Но теперь нам нужно сообщить приложению, когда вы на самом деле должны вернуть этот ответ. Какой URL-адрес собирается посетить пользователь. И вот здесь мы начинаем создавать некоторую конфигурацию URL-адреса, своего рода настройку, чтобы сообщить Django о посещении определенного URL-адреса. Затем эта функция должна быть запущена, чтобы вернуть этот конкретный HTTP-ответ.
Так как же это сделать? Ну, для того, чтобы это сделать, нам нужно будет создать URLs. Py-файл для этого конкретного приложения. Так что у Django есть один URLs. Py-файл, который работает для всего проекта. Но часто у нас каждое приложение будет содержать свое собственное URLs. Py-файл просто для того, чтобы разделить вещи по разным местам. Например, если у нас есть несколько разных приложений, каждое из которых это делает что-то независимое, мы можем сделать так, чтобы у каждого из этих отдельных приложений было свое собственное URLs. Py-файл, чтобы контролировать, какие URL-адреса доступны для этого конкретного приложения. Так что я пойду дальше и зайду в каталог Hello. И я создам новый файл внутри каталога Hello, который называется ты. URLs. Py. И что же URLs? Py потребности в том, чтобы определить переменную, называемую URL-patterns, которая будет представлять собой список всех допустимых URL-адресов, к которым можно получить доступ для данного конкретного приложения. А способ создания URL-адреса — это сначала импортировать путь импорта из Django. URLs. И давай создадим наш первый URL-адрес. Я скажу путь. И затем первый аргумент здесь я собираюсь дать пустую строку, чтобы она не означала никаких дополнительных аргументов, и мы увидим, что это значит буквально через мгновение. Ничего не значит в конце маршрута. А затем второй аргумент пути — это то, какое представление должно отображаться при посещении этого URL-адреса. И поэтому, если я захочу отобразить свой индексный вид, вспомните, что в views. Здесь у меня есть эта функция индекса. Тогда то, что я хочу отобразить, когда кто-то посещает этот URL-адрес, пустой URL-адрес будет views. Индекс. Взгляды представляют views. Py тот файл, где я определил все свои взгляды. И индекс просто так получилось, что это имя функции, которую я хочу вызвать, когда кто-то посещает этот URL, например. И тогда вы можете дополнительно указать путь со строковым именем. Чтобы представить этот URL-адрес, я собираюсь дать ему имя индекса. Позже мы увидим, почему это может быть полезно, но идея в том, что присвоение имени определенному шаблону URL-адреса позволяет легко ссылаться на него из других частей приложения. Так что позже, когда мы, возможно, захотим ссылаться на вещи или иметь формы, которые отправляются в разные части веб-приложения, указание имени пути может быть полезным инструментом. Чтобы использовать представление, последнюю строку мне нужно добавить в URLs. Py, то есть из точки, другими словами, из текущего каталога, продолжайте импортировать представление. Каждый раз, когда я использую имя переменной, например, views, я использую это имя, мне нужно откуда-то его импортировать. И так уж получилось, что views, Py URLs, Py находится в том же каталоге. Так что я могу просто сказать из представлений точечного импорта, чтобы импортировать все это в этот конкретный файл. Так что теперь это URLs. Py, подайте на это заявление. Но последний шаг для того, чтобы все это заработало в первый раз, это вернуться в каталог Lecture 3 и открыть URLs. Py вот. Это тот самый URLs. Py-файл для всего проекта, для всех приложений, которые могут содержаться в этом проекте. И так уж получилось, что по умолчанию нам уже предоставлен один путь, называемый admin, который запускает приложение Django по умолчанию, называемое приложением admin. Мы подробнее поговорим об этом в следующей лекции. Но сейчас я хотел бы добавить сюда свой собственный маршрут, чтобы сказать, что я хотел бы, чтобы конкретный путь вел не к приложению администратора, а к приложению Hello, которое я только что создал. Так что я пойду дальше и передам этому привет. И что я хотел бы сделать, так это сказать, что после того, как вы включили путь «Привет», продолжайте и включите все URL-адресы из URLs. Py мое приложение «Привет». Я бы хотел связать эти два файла конфигурации URL вместе. И поэтому команда для этого включить hello URLs. Внутри модуля hello найди там файл URLs. И это то, что я хотел бы добавить в качестве шаблона URL. И для того, чтобы сделать это, мне также нужно импортировать include, так как я использую include внутри шаблонов URL. Так что это было много шагов, чтобы просто начать работу. Но просто для того, чтобы получить общее представление о том, как все это работает. У меня есть проект Django под названием Lecture 3. И внутри Lecture 3 есть файл URLs, который решает, к каким URL-адресам я могу получить доступ. Я могу получить доступ к admin, который приведет меня в приложение администратора, созданное Django. Нам пока не нужно беспокоиться об этом. Но теперь я только что добавил, что вы можете перейти в Hello, чтобы перейти в приложение Hello. И когда ты это сделаешь, я скажу Django, чтобы он посмотрел на URLs. Py внутри каталога Hello, чтобы выяснить, какие дополнительные URL-адреса я могу получить оттуда. Значит, это один мастер URLs. Py-файл, который может подключаться к нескольким другим конфигурациям URL-адресов, которые также существуют. Тогда внутри URLs. Py для моего приложения, для приложения Hello, я сказал, что когда кто-то посещает только маршрут по умолчанию в этом конкретном приложении,
Продолжайте и просто запустите функцию индекса, которая является одним из моих представлений. Итак, все, что я могу сказать. Теперь, когда это сделано, я должен быть в состоянии вернуться в свой терминал и запустить Python Manage. Запустите сервер, чтобы фактически запустить этот веб-сервер. А теперь я могу вернуться к этому URL-адресу, но вместо того, чтобы просто перейти по этому URL-адресу по умолчанию, я пойду дальше и перейду по этому URL-адресу «Привет». И когда я перейду по адресу «Привет», я увижу «Привет, мир». Так что там происходило то, что я ввел URL-адрес. Этот URL-адрес перешел к Django. И Django посмотрел на этот URL-адрес и посмотрел на мой URLs файл и сказал: в любое время, когда что-то начинается с hello, это принадлежит приложению hello. И внутри нашей конфигурации hello мы сказали, что когда мы переходим к маршруту по умолчанию, мы должны запустить функцию индекса. И функция индекса возвращает это «Привет, мир» ответ. И теперь мы можем начать изменять этот ответ. Мы можем начать корректировать то, что в use.py это действительно так. Прямо сейчас на нем написано «Привет, мир». Но если я захочу изменить его, чтобы, например, просто сказать «Привет», я могу просто отредактировать его. Теперь предположим, что функция индекса просто возвращает HTTP ответ «Привет». Например. И поэтому теперь я должен обновить эту страницу. Теперь там просто написано «Привет». Чтобы я мог редактировать свои файлы. Когда я это делаю, Django замечает, что были внесены изменения. И он повторно обновит сервер моим последним кодом, так что теперь я смогу посетить hello. И я вижу, что пришел HTTP ответ «Привет». Это то, что в конечном счете возвращается ко мне. А теперь давай рассмотрим идею о том, что в дополнение к тому, что у нас есть только один вид внутри views.py, у меня может быть столько просмотров, сколько я захочу. Я могу создавать дополнительные функции, каждая из которых возвращает разные ответы. Может быть, мне нужен маршрут, который, например, говорит мне «Привет». Так что позволь мне определить новую функцию, которую я назову Brian, которая принимает аргумент запроса. И эта функция просто вернет HTTP response «Привет, Brian». Например. И теперь мне нужно связать это новое представление, которое я создал, с URL-адресом. Так что я пойду дальше и вернусь к URLs.py внутри моего каталога hello. И поэтому у меня есть маршрут по умолчанию, представленный пустой строкой, которая загружает функцию индекса. Но я могу добавить к этому. Просто добавьте в этот список, добавьте новый путь, где если я веду Брайана в URL вместо этого, это загрузит функцию Брайана. И я пойду дальше и дам этому имя. Так что теперь, если я обновлю страницу, а я все еще нахожусь на маршруте просто «Привет». И это просто отобразит «Привет». Например. Но если я перейду, например, на Brian, теперь я увижу «Привет, Brian». У меня есть два разных URL-адреса, один из которых просто hello, после которого ничего нет, что было пустой строкой, и один, который был hello с Брайаном, следующим за ним, который загружает другую функцию просмотра, которая возвращает другой HTTP-ответ. И поэтому мы могли бы представить, что будем продолжать это делать. Мне может понадобиться веб-приложение, в котором есть несколько различных URL-адресов, которые я могу посетить. Так что я мог бы пойти дальше и добавить, например, функцию David, которая возвращает в HTTP response «Привет, Дэвид». И опять же внутри моей конфигурации URL-адреса я бы сказал: продолжайте и дайте мне другой маршрут, называемый David, который загружает функцию David. Каждый раз я даю ему URL-адрес, так что же идет после hello. Я даю ему функцию для запуска, функцию David внутри views.py, дал ему название просто для того, чтобы на него было легче ссылаться чуть позже. И вот теперь у меня есть «Привет, Брайан», а теперь у меня есть «Привет, Дэвид», каждый из которых отображает другой HTTP-ответ. Так что ты можешь представить, как начинаешь использовать эту функцию, чтобы начать создавать веб-приложение, которое имеет несколько различных маршрутов. У него есть разные маршруты для выполнения разных вещей. И многие веб-приложения параметризуются в зависимости от того, что на самом деле содержится в URL-адресе. Так что, например, в Twitter вы можете перейти на twitter.com, например, сократите чье-то имя пользователя, чтобы увидеть все твиты этого пользователя. Или GitHub, сервис, на который мы сейчас посмотрели, вы можете перейти на github.com, сократите имя пользователя на GitHub, чтобы, например, видеть все репозитории для конкретного пользователя. Так что если ты подумаешь о том, как это могло бы быть реализовано, если бы любая из этих служб использовала Django, у них может быть URLs.py файл или что-то в этом роде, который просто определяет целую кучу URL-адресов. И говорят, какой маршрут должен быть связан с ними, когда кто-то посещает эту страницу. Но ты можешь себе представить, что в конечном счете это, вероятно, начнет надоедать, если я захочу с кем-нибудь поздороваться. Если я хочу не только поддерживать «Привет, Брайан и Дэвид», но я также хочу поддерживать произвольные имена, такие как Гарри, или Рон, или Гермиона. Ну тогда, похоже, мне нужно создать целую кучу из разных функций, каждая из которых говорит «Привет» другому человеку, а затем создает целую кучу разных URL-адресов,
чтобы иметь возможность сделать и это. Но оказывается, что я могу создавать шаблоны URL-адресов, в которых есть заполнители по сути вещи, которые позволяют мне параметризовать путь с помощью определенных преобразователей путей, так сказать. Так что же это на самом деле значит? Хорошо, давай вместо того, чтобы создавать функции, которые просто говорят «Привет, Брайан» и «Привет, Дэвид», давай я создам новую функцию, которая называется просто «Приветствие», например, которая также принимает запрос, но принимает дополнительный параметр. Для этого нужен такой параметр, как, например, чье-то имя. И эта функция приветствия вернет HTTP response «Привет», запятая, а затем я продолжу и введу имя здесь. И мне нужно будет добавить букву F в начало строки, чтобы указать, что это форматированная строка, это просто синтаксис Python. Чтобы сказать, что я хотел бы поздороваться не только с кем-либо, но и с любым значением переменной name. Я бы хотел подставить переменную name в эту функцию приветствия. И тогда то, что я могу сделать, это войти в тебя URLs. Я пойду дальше и добавлю другой путь, но вместо того, чтобы произносить имя такое, как Брайан, или Дэвид, или Гарри, например, здесь, я собираюсь сказать в угловых скобках стер имя. А когда кто-нибудь посещает этот маршрут, давай перейдем к функции виды приветствие. И название этого маршрута будет приветствие. Итак, здесь происходит то, что у нас принципиально другой вид пути. Вместо того, чтобы точно указывать, как должен выглядеть URL-адрес, например, ничего после конца маршрута, или Брайан в конце маршрута, или Дэвид в конце маршрута. Этот маршрут здесь на 7-й линии. Он говорит, что этот код маршрута может быть любой строкой, которой мы собираемся присвоить имя переменной name. Но ты мог бы заменить имя чем-то совершенно другим. И это может быть любая строка. Так что это может быть Брайан или Дэвид. Или это может быть любое другое имя. И когда это произойдет, мы вызовем функцию приветствия. И когда эта функция будет вызвана, она передаст этот аргумент, это имя, в качестве параметра этой функции. Так что теперь я смогу создать пользовательский маршрут, который позволит мне указать любую строку и выяснить, как с этим правильно поступить. Так что теперь, если я посещу, например, Hello Harry, не маршрут, который я явно создал, но это строка, Гарри это строка. Я нажимаю Return. Там написано «Привет, Гарри». Я могу зайти в «Привет, Рону» и сказать «Привет, Рон». И Гермионе, чтобы увидеть «Привет, Гермиона». И знаешь что? Может быть, просто для пущей убедительности я хотел бы написать это имя с заглавной буквы, как Гермиона, например. Ну, способ сделать это состоит в том, что я могу добавить произвольную логику Python. Оказывается, что с любой строкой Python в этой строке есть функция или метод, называемый capitalize, который я могу назвать просто точечной заглавной буквой. И если я могу сделать это на Python, то Django позволяет мне включить это в ответ, который я даю. Так что теперь я использую Python, чтобы взять имя, написать его с заглавной буквы и использовать в ответе, который отправляется обратно пользователю. Так что теперь Гермиона возвращает имя «Привет, Гермиона». С большой буквы N аналогично «Привет, Рон». Аналогично «Привет, Гарри». Теперь я смог добавить маршрут, который принимает HTTP-запрос, а также параметр это имя, независимо от того, что было в URL-адресе, и возвращает HTTP-ответ, в котором просто говорится «Привет» этому человеку. Так что эти HTTP-ответы могут быть любым HTML-контентом. Прямо сейчас мы используем только текст, но вы можете представить, что добавим к нему еще и списки или таблицы. Но вы можете себе представить, что если мне придется включить целую HTML-страницу только в эти двойные кавычки, это очень быстро станет громоздким. Очень быстро мы обнаружим, что внутри программы на Python очень много HTML-кода, который можно просто поместить в одну строку. И если мы вспомним принципы и идеи, которые мы рассматривали в этом курсе до сих пор, мы, как правило, старались отделить различные части нашего приложения везде, где это возможно. И в этом есть большая ценность, во-первых, в том, чтобы просто содержать вещи в чистоте, во-вторых, в том, чтобы люди могли сотрудничать. Если ты хочешь, чтобы один человек работал над логикой Python, а другой над HTML, ты бы предпочел, чтобы они не наступали друг другу на пятки во время работы. И поэтому то, что мы можем сделать и в Django, это отделить ответ HTML от фактического кода Python и здесь. И поэтому мы можем сделать это так. Вместо того, чтобы возвращать HTTP-ответ, я могу вместо этого, скажем, для этого маршрута по умолчанию. Вместо того, чтобы возвращать HTTP-ответ «Привет», позвольте мне продолжить рендеринг. А когда я что-то рендерю, мне нужно передать HTTP-запрос. Но я также передам имя шаблона. И я пойду дальше и назову этот шаблон Hello Index HTML. Так что если я не хочу визуализировать только строку, но я хочу визуализировать весь HTML-файл, я могу вызвать эту функцию визуализации, передать запрос, но затем также передать имя шаблона.
А теперь все, что мне нужно сделать, это создать этот шаблон. Так что позволь мне продолжить, и внутри каталога Hello я создам новую папку под названием Templates. Внутри этого шаблона я создам папку под названием Hello, потому что имя шаблона здесь Hello Index. HTML. Итак, мне нужно создать папку с именем Hello, внутри которой находится файл с именем Index. HTML. Я мог бы просто назвать это индекс. HTML без приветствия, но причина, по которой мы часто хотим префиксить наши шаблоны именем каталога, заключается в так называемом пространстве имен. Чтобы убедиться, что если у нас есть несколько разных индекс HTML-файлы в нескольких разных приложениях, чтобы убедиться, что они не конфликтуют друг с другом. Так что лучшая практика Django — использовать Hello Index HTML или как там называется ваше приложение. И внутри этого каталога Hello я создам файл с именем index HTML. И это индекс HTML может содержать любой HTML-контент, такой же, как мы видели раньше. Так что я мог бы добавить этот тип документа HTML тег заголовок «Привет». И, возможно, внутри тела у меня будет H1 с надписью «Привет, мир», например. Так что у меня может быть целая HTML-страница точно такая же. И теперь, когда я посещаю маршрут по умолчанию своего веб-приложения, возвращаясь в свой веб-браузер и просто переходя, например, войсковая Hello. Теперь я вижу этот HTML, который я определил внутри индекс HTML. Это большой H1, который просто говорит «Привет, мир». И оказывается, что эти HTML-страницы, эти шаблоны, которые я могу отрисовывать с помощью Django, также поддаются параметризации. Может быть, я хочу реализовать Hello Hermione как своего рода HTML-страницу с надписью «Привет, Гермиона». И используя HTML из коробки, вы действительно не сможете делать подобные вещи. HTML — это язык разметки, а не столько язык программирования, что означает, что по умолчанию он не поддерживает такие вещи, как переменная для представления чьего-то имени. Но используя способность Django брать HTML-страницу и рассматривать ее как шаблон, который мы можем визуализировать, Django добавил свой собственный язык шаблонов, так сказать, поверх существующего HTML. И я могу воспользоваться этим преимуществом, чтобы иметь возможность отрисовывать HTML-страницу, внутри которой на самом деле есть переменная или условия внутри нее. Или цикл внутри нее, как мы увидим через мгновение. Так что давай продолжим и вернемся к views. Py. И функция, которую я хотел бы изменить, это вот эта функция приветствия, которая прямо сейчас просто возвращает HTTP-ответ. Но я бы хотел, например, отрисовывать целую страницу. Так что же я могу сделать? Хорошо, давай создадим шаблон, который называется Hello Grid HTML. И тогда эта функция рендеринга может принимать необязательный третий аргумент, который называется контекстом. А контекст — это вся информация, которую я хотел бы предоставить шаблону, все переменные, например, к которым я хочу, чтобы шаблон имел доступ. И поэтому одна вещь, к которой я мог бы хотеть, чтобы мой шаблон имел доступ, например, это что-то вроде имени. Итак, это словарь Python, просто последовательность пар ключ значения. А это имя может быть связано с каким значением? Значит, имя — это ключ. Значением, которым я хочу быть, должно быть имя. С заглавной буквы. Итак, вот что здесь происходит. Так это то, что теперь, когда я рендерю этот шаблон Hello Grid HTML, я предоставляю этому шаблону некоторый дополнительный контент, некоторую дополнительную информацию, представленную этим. Вот словарь, где я предоставляю информацию с помощью ключа имени и эффективно предоставляю этому шаблону доступ к переменной, называемой именем. И ее значением является любое имя. Заглавная буква равна, где это имя здесь является аргументом функции grid. Так что теперь я могу вернуть этот шаблон. И внутри grid HTML я могу использовать эту переменную, называемую именем. Так как же мне это сделать? Хорошо, давай сначала создадим это grid HTML файл. Так что внутри каталога template Hello у меня уже есть индекс HTML. Я пойду дальше и создам новый файл под названием grid HTML. И внутри grid HTML я пойду дальше и напишу немного HTML. И внутри тела HTML, тогда как раньше я мог бы сказать что-то вроде «Привет, мир», я не хочу здороваться с миром. Я просто хочу поздороваться с тем, кого зовут, независимо от того, что содержится внутри этой переменной, называемой именем. Так как же они могут это сделать? Ну, что я могу сделать, так это использовать эти двойные фигурные скобки. А двойные фигурные скобки являются частью языка шаблонов Django.
который позволяет мне сказать, что я хотел бы вставить значение переменной в эту конкретную позицию внутри моего шаблона. И поэтому, если я включу сюда слово имя, то я хочу сказать, что когда вы визуализируете это grid HTML шаблон внутри тела страницы, я бы хотел, чтобы там был h1 большой заголовок, в котором просто написано «Привет, запятая». А затем внутри этих двойных фигурных скобок я говорю, что вставляю туда значение имени переменной. Если тебя зовут Гермиона, это будет «Привет, Гермиона». Если это Гарри, то это будет «Привет, Гарри». Если это Дэвид, то это будет «Привет, Дэвид». Так что давай попробуем прямо сейчас. Теперь, когда я, например, захожу в раздел «Привет, Гарри», я вижу большой тег H1 с надписью «Привет, Гарри». Если я захожу в раздел «Привет, Рон», я вижу большой тег H1 с надписью «Привет, Рон». И причина, по которой все это происходит, то, как мы приближаемся к этой конечной позиции, заключается в том, что в ваших URL-адресах говорится, что когда у меня есть URL-адрес, который представляет собой строку, похожую на чье-то имя, мы вызовем функцию приветствия. Функция приветствия внутри views. Py принимает имя в качестве аргумента, отображая grid HTML шаблон и передача этого имени как части контекста, части того, к чему шаблон имеет доступ. И внутри grid HTML вот собственный HTML файл. Вот сюда мы затем вставляем значение name. Так что это часто происходит в самых разных файлах. Но причина всех этих разных файлов в том, чтобы помочь разделить вещи. Иметь один файл, который просто отвечает за URL-адреса и направляет людей к тому, что должно произойти при нажатии на эти URL-адреса. Тогда у нас есть один файл views, Py, который полностью несет ответственность за принятие решения о том, на данном конкретном представлении, какой шаблон должен быть отрисован, какая информация должна быть передана в этом контексте. А затем у меня отдельно есть файл для каждого из моих HTML-шаблонов, в котором говорится, как на самом деле выглядит страница. И поэтому, если ты начнешь задумываться о разделении компонентов внутри веб-приложения, это может помочь сделать структуру приложения Django немного более понятной. Теперь мы можем использовать язык шаблонов Django для размещения переменных внутри наших HTML-шаблонов, чтобы иметь возможность создавать бесконечное количество различных маршрутов, по которым я могу посетить /привет, какое-то имя, чтобы отобразить привет этому человеку. Но язык шаблонов Django еще более мощный, чем это. Есть много дополнительных функций, к которым язык шаблонов предоставит нам доступ. И мы сейчас рассмотрим парочку из них. И для начала я познакомлю тебя с веб-сайтом, с которым ты, возможно, знаком. Я считаю, что это один из самых простых веб-сайтов в интернете. Это настоящий веб-сайт под названием isichristmas.com. А если я навещу isichristmas.com и нажмите кнопку «Вернуть», вот что написано на сайте. На сайте написано «Нет. Сегодня не Рождество, и тебе просто нужно поверить мне на слово». Если ты зайдешь на этот веб-сайт в день Рождества, ты попадешь на isichristmas.com, вместо этого он скажет «да». И поэтому этот веб-сайт очень прост. Ты можешь представить, что на самом деле это просто HTML-страница, которая, вероятно, содержит большой заголовок, в котором в данном случае просто написано слово «нет». Но в день Рождества так же, как и слово «да». А теперь скажи, как можно реализовать подобную страницу. Ну, один из способов, который ты можешь себе представить, это то, что на Рождество тот, кто поддерживает веб-сайт, заходит в HTML-код и меняет «нет» на «да», а затем снова меняет «да» на «нет». Но мы можем быть немного умнее в этом вопросе, если теперь поймем, что у нас есть возможность использовать логику Python, чтобы иметь возможность использовать логику как условие, чтобы иметь возможность решить, как в конечном счете будет отрисована веб-страница. Например, условие может быть чем-то простым, например, если сегодня Рождество, то выскажи «да», в противном случае выскажи «нет». И поэтому мы собираемся использовать Django и рассмотрим некоторые особенности синтаксиса шаблонов Django, чтобы иметь возможность создать такой веб-сайт. Мы не собираемся создавать Is It Christmas. Мы собираемся создать Is It New Year's, который проверяет, является ли текущая дата 1 января или нет. Это будет отдельное приложение. Оно в некотором роде отличается от нашего приложения Hello. Приложение Hello просто здоровается с людьми. Новогоднее приложение, например, просто посмотрит, будет ли это Новый год, например. Так что теперь я пойду дальше и создам новое приложение. И я могу сделать это, написав немного на Python Manage. PyStartup. А я назову приложение Nue, например. Я бы хотел создать новое приложение под названием Nue. Я уже создал это новое приложение. Если я наберу ls, ты увидишь, что у меня есть не только каталог Hello, который представляет приложение Hello. Теперь у меня есть каталог Nue, который представляет тот факт, что это новое приложение под названием Nue. Как и в прошлый раз, мне нужно будет войти в Settings, Py внутри моего каталога проектов и добавьте Nue в качестве установленного приложения. Теперь это новое приложение, которое существует в моем веб-приложении, так что теперь оно тоже должно быть новым установленным приложением. Что еще нам нужно сделать для новых приложений? Ну, мне нужно углубиться в URLs. Py для лекции 3.
И как и раньше, у меня был путь, в котором говорилось, что когда я захожу в Hello, вам следует перейти ко всем URL-адресам приложения Hello. Позвольте мне добавить новый путь, в котором говорится, что если я зайду в свое приложение NUE, тогда тебе следует перейти ко всем URL-адресам файла NUE, перейти к NUE. URLs, представляющему URLs. Py файл внутри приложения NUE. Этот файл не предоставляется нам по умолчанию, поэтому нам нужно его создать. Мне нужно зайти в мою папку NUE и создать новый файл под названием URLs.py. А внутри этого файла я сделаю путь к импорту из Django. URLs. Импортируй представление, а затем определи какой-нибудь шаблон URL, как и раньше, где у меня будет только один путь, который загружает функцию индекса внутри views.py. И у него есть название индекс. Так что опять же просто зеркальное отражение типа структуры, которую мы уже видели ранее в приложении Hello. В этом приложении будет просто один маршрут. Пустой маршрут, который загружает функцию индекса. Теперь все, что осталось сделать, это фактически создать эту индексную функцию. Итак, мы переходим к views.py. А вот сейчас я определю индексную функцию, которая принимает HTTP запрос в качестве аргумента. А теперь внутри этой индексной функции я хотел бы добавить некоторую логику, которая проверяет 1 января или нет. И как же я могу это сделать на Python? Оказывается, в Python есть модуль даты и времени. И ты можешь узнать об этом, просто ознакомившись с его документацией, чтобы понять, как это работает. А модуль дата и время дает мне доступ, например, к информации о дате и времени. И я могу поиграть с модулем дата и время вне Django, просто чтобы почувствовать, как это работает. Если я просто веду Python в интерпретатор, скорее в свою командную строку, я получу интерпретатор Python, который позволяет мне просто писать код на Python, чтобы поэкспериментировать, протестировать и посмотреть, каким будет результат выполнения этого кода на Python. Так что я могу попробовать импортировать дату и время, например. И позволь мне создать новую переменную с именем now, которая называется datetime. Datetime. Now. Так уж получилось, что внутри модуля datetime есть функция datetime. Now, которая получает текущую дату и время, например. И поэтому внутри now у меня есть доступ к переменным, таким как now. Year, например, которые сообщают мне год сейчас, месяц сейчас, день, который дает мне информацию о годе, месяце и дне текущей временной метки, основываясь на том, какое сейчас текущее время. И это учитывая, что у меня есть эта информация. Ты можешь представить, как мы строим логическое условие, чтобы проверить, действительно ли сегодня Новый год. И это условие может выглядеть так. Сейчас. Месяц равен 1, а сейчас. День равен 1. И я могу нажать кнопку возврата и увидеть, что окей, результат этого условия ложен. Неверно, что и месяц, и день верны, или скорее равны 1. И поэтому, используя такого рода условия, теперь я могу взять это и адаптировать к своему представлению Django, которое я использую, чтобы попытаться визуализировать, наступил ли Новый год или нет. Так как же я могу это сделать? Ну, чтобы я хотел, чтобы моя индексная функция возвращала рендеринг шаблона. Шаблон будет вызван NUE index HTML. А тогда какой контекст я хотел бы предоставить этому шаблону? Какую информацию, каким переменным я хочу, чтобы этот шаблон имел доступ? Ну, я хочу, чтобы у него был доступ к переменной, которая будет называться просто NUE. И для того, чтобы получить к ней доступ, мне нужен доступ к текущей дате. Так что для этого в верхней части моего файла я импортирую дату и время. А внутри моей индексной функции позволь мне присвоить себе переменную с именем now, которая равна datetime. Datetime. Now. И эта переменная NUE, которую я передаю в свой шаблон, будет равна now. Месяц равен 1 и сейчас. День равен 1. Так что если это так, что после того, как я получу текущую дату и время, запустив datetime, now, сохранив результат внутри этой переменной, называемой now, если оба и день равны 1, то значение этой переменной нового года будет истинным, когда шаблон получит доступ к нему. В противном случае, как это происходит сегодня и в большинстве дней, значение этой переменной будет ложным. Теперь все, что нам остается сделать, это фактически создать этот шаблон, NUE index HTML, и пусть этот шаблон каким-то образом использует эту переменную нового года каким-то интересным или значимым образом. Так как же нам это сделать? Ну, если ты помнишь, что мы сделали с приложением Hello, когда нам нужен шаблон, то внутри нашего приложения, этого приложения нового года, нам понадобится новая папка, которую мы назовем шаблонами, внутри которой я создам новую папку под названием NUE. И внутри этого я создам новый файл, который будет называться index.html.
Здесь будет самое индекс. HTML подайте на этот Новый год заявление. Структура будет очень похожей. Я дам ему название «Это Новый год». А внутри тела вот тут-то и кроется интересная логика. Иногда мне может понадобиться большая буква H1, которая говорит «да». В других случаях мне может понадобиться большая буква H1, которая говорит «нет». И все, что мне нужно сделать, это условно решить, когда сказать «да», а когда «нет». И внутри языка шаблонов Django, и опять же вы узнаете об этом, только прочитав документацию Django. Точно так же, как мы использовали двойные фигурные скобки, чтобы сказать «вставьте значение переменной». Здесь синтаксис логики внутри шаблона Django, например, условий, представляет собой фигурные скобки со знаком процента. Поэтому мы используем фигурные скобки со знаком процента, какое-то логическое утверждение, а затем процентную синусоидальную фигурную скобку, чтобы включить любую логику. И логика в данном случае — это утверждение if. И это очень похоже на Python. Мы скажем, если NUE. NUE — это имя той переменной, которую я передал в этот шаблон. И если это Новый год, то я хочу отобразить H1, который просто говорит «да». А затем еще, также внутри фигурных скобок и знаков процента, я хочу большую H1, которая просто говорит «нет». Так что если это Новый год, то да. Еще раз нет. И тогда Django также требует, чтобы я дал тег endif, чтобы сказать, что это конец оператора if. В отличие от самого Python, который использует отступ для обозначения того, когда оператор if начинается и заканчивается, в Django отступ не обязателен внутри шаблона. Но для того, чтобы отличить, когда выполняется оператор if, от того, когда оператор if заканчивается, нам нужен этот тег endif в самом конце. Так что это условие внутри нашего шаблона Django. Мы говорим, что если конкретная переменная имеет значение true, то отобразите это в HTML, а в противном случае отобразите что-нибудь еще. Если сегодня Новый год, скажите «да», это Новый год. В противном случае скажите «нет, это не Новый год». Так что мы можем попробовать это. Прямо сейчас мы на маршруте «Привет, Рон». Если я вместо этого перейду не на «Привет», а на Новый год, например, до этого сайта нельзя будет добраться. Окей, так почему же это произошло? 127.0.0.1 отказался подключаться. Так что должно быть происходит то, что по какой-то причине мой веб-сервер не работает. И оказывается, что для того, чтобы создать новое приложение, я остановил свой веб-сервер. И поэтому, если когда-нибудь это случится, чтобы запустить его снова, мы можем просто перезапустить Python Manage. Запустите сервер, чтобы сказать, что я хотел бы снова запустить это веб-приложение. И хорошо, похоже, теперь у меня еще одна ошибка. Здесь какая-то синтаксическая ошибка. И синтаксическая ошибка — это NUE views. Так что позвольте мне продолжить и вернуться к views. И посмотрим, смогу ли я определить, где синтаксическая ошибка. И хорошо, похоже, что рендеринг — это функция. Аргументы функции нужно заключать в круглые скобки. И хотя у меня здесь есть начальная скобка, я забыл закрывающую скобку. Так что я пойду дальше и добавлю. Это и сейчас завершит функцию рендеринга. И теперь я должен быть в состоянии загрузить Новый год. И действительно я вижу, что нет, это не Новый год. И вот что произошло. Мы запустили некоторую логику Python, вычислили текущую дату и время, проверили, является ли текущий месяц 1, является ли текущий день 1. И если это неправда, то мы здесь показываем нет. И если мы посмотрим на фактический HTML этой страницы, например, какой HTML на самом деле составляет эту конкретную страницу. Что я могу сделать, щелкнув правой кнопкой мыши или щелкнув мышью и просто щелкнув просмотреть исходный код страницы, это покажет мне HTML этой страницы. Так, это HTML-код, пришедший с веб-сервера, который рендерит мой веб-браузер, в данном случае Chrome. И вы можете видеть, что он очень похож на индекс. HTML-шаблон мы писали и раньше, но он содержит только no. В нем нет ничего из этой логики if. В нем нет слова «да». Он просто содержит HTML-контент, которым мы хотели бы ответить пользователю. И поэтому ты можешь представить, основываясь на этом, что Django на самом деле делает, это берет индекс HTML-шаблон, а затем манипулируем им на основе полученных нами входных данных, в зависимости от того, наступил ли Новый год или нет. Или нет, но если это не Новый год, то все, что мы должны сделать внутри тела, это вывести на экран H1, который говорит «нет». И пользователь, когда он его получает, не видит условий. Они не видят, что была еще одна ветка, которую можно было бы взять. Они видят только конечный результат рендеринга шаблона с любыми переменными, логикой и условиями, которые оказались внутри этого процесса рендеринга. Поэтому, когда пользователь видит это, все, что он видит, это слово «нет». И если бы мы запустили эту программу в день Нового года, она действительно сказала бы «да». И мы можем протестировать ее просто, чтобы посмотреть, на что это было бы похоже, если бы это было так, немного схитрив. Вместо сейчас. Месяц равен 1 и сейчас. День равен 1, позволь мне просто пойти дальше и заменить это условие на Новый год, равный истине. Просто чтобы проверить это, давай попробуем передать значение true в качестве значения NUE и посмотрим, что произойдет вместо этого. И теперь, когда я запускаю эту страницу,
она действительно говорит «да», как и следовало ожидать в Новый год. И это может быть хорошим способом просто проверить, что произойдет, если вы замените конкретную переменную определенным значением. Мы можем заменить внутри контекста просто в целях разработки то значение, которое мы хотели бы придать этой переменной. Теперь мы отрисовали HTML, но на самом деле мы еще не добавили никакого стиля на этот веб-сайт. Настоящий isichristmas.com немного выровнял текст по центру. Он написан шрифтом без засечек вместо маленьких засечек или глифов по краю каждого символа. Так что, возможно, я хотел бы добавить немного пользовательского CI в этот файл. И мы могли бы сделать это обычным способом, как мы видели это раньше, просто включив C-файл. И это то, что мы все еще собираемся делать. Но в Django есть специальная система сборки для работы с так называемыми статическими файлами, которые не собираются меняться. HTML этой страницы — это не статический файл, потому что он меняется в зависимости от того, Новый год или нет. Если я посещаю ее в Новый год, там написано «да». Если я посещаю ее не в Новый год, там написано «нет». Так что это динамичная страница. Но статические файлы, которые не меняются, как наш C не меняется независимо от того, Новый год или нет. И поскольку этот файл не изменен, Django называет его статическим файлом. И это значит, что Django может быть немного умнее в этом вопросе. Если ты начнешь думать о масштабных проектах, ты мог бы хранить свои статические файлы где-нибудь отдельно, просто в таком месте, где к ним легко получить доступ. Где они кэшируются для более быстрого чтения в дальнейшем. Мы поговорим об этом немного подробнее позже в ходе курса, когда начнем углубляться в такие темы, как масштабируемость. Когда вы начнете создавать более крупные веб-приложения в интернете. Короче говоря, Django содержит множество функций, которые облегчают нам работу со статическими файлами, которые не меняются как C-файлы. И как правило, мы будем добавлять статические файлы так: внутри папки NUE, в дополнение к наличию templates NUE index HTML, мы также создадим новую папку под названием static. Это будет содержать все статические файлы, которые мы также хотели бы включить в это приложение. Внутри статики я создам новую папку под названием NUE, внутри которой будет новый файл под названием styles C. И поэтому внутри styles C теперь я могу написать все тот же C, который я хотел бы написать раньше. Так что, может быть, я хочу, чтобы у всех моих H1 было семейство шрифтов без засечек, размер шрифта 90 пикселей, может быть. И я хочу, чтобы выравнивание текста было по центру, всего пара свойств и значений C, такие же, как мы уже видели. Просто сказать, что я хотел бы дать H1, выбери этот особый стиль. Что теперь остается делать внутри индекс HTML, то есть в верхней части нашей страницы, я добавлю команду с надписью load static, что означает продолжайте загружать статические файлы для этой конкретной HTML страницы. А теперь я продолжу и свяжу таблицу стилей. Ты, наверное, помнишь, что этот тип команды внутри заголовка моей веб-страницы, где я хотел бы связать какой-то конкретный URL-адрес в качестве таблицы стилей. Это то, как я добавляю C на страницу. Но то, что я собираюсь включить сюда в качестве ссылки, я собираюсь включить, вместо того, чтобы жестко кодировать URL-адрес, что я мог бы сделать. Лучшая практика Django гласит, что вместо этого давайте просто скажем, что это будет статический файл. А статический файл называется NUE styles C. Так что я не указываю точно, что это за URL, но я говорю, что это статический файл, который находится внутри папки NUE, называемой styles C. И Django собирается выяснить, каким должен быть этот URL. И это часто лучше, чем жестко кодировать конкретный URL, потому что, возможно, вы могли бы представить, что в больших веб-приложениях, где ваши статические файлы могут измениться, вы можете переместить свои статические файлы в другой домен или по другому маршруту. И поэтому, чтобы справиться с этим, это статическое ключевое слово просто означает, что Django выяснит, где находятся ваши статические файлы, и заменит эту команду здесь в фигурных скобках и знаках процента фактическим URL-адресом для этого конкретного файла. Теперь, когда я сказал, что хочу связать этот конкретный статический файл styles C с этой веб-страницей, возможно, мне сначала нужно будет просто позволить Django загружать статические файлы, это перезагрузить сервер. Так что иногда тебе может понадобиться управлять C, а затем продолжить и перезапустить Python Manage. Запустите сервер. Это приведет к повторному запуску сервера. И теперь, если я вернусь к маршруту NUE в своем веб-браузере, теперь я вижу, что стиль выглядит немного более близким к тому, что я на самом деле хотел, по центру без засечек, более крупным шрифтом, который здесь просто говорит нет. И если мы посмотрим на базовый HTML-код этой страницы, мы увидим, что Django фактически заполнил для нас статический URL-адрес для этих конкретных статических файлов. А по умолчанию Django просто использует статические, а затем любые другие файлы. И поэтому всякий раз, когда мы имеем дело со статическими файлами, которые не меняются, такими как файлы C или файлы JavaScript, которые мы рассмотрим позже в курсе. Как правило, именно там они и находятся. Это будет что-то вроде статического файла, который мы в конечном счете свяжем с этой конкретной страницей. Итак, теперь мы увидели пару примеров веб-приложений, которые мы можем создать с
помощью Django. Мы видели приложение Hello в Django, которое может параметризовать URL-адреса, которые в зависимости от URL-адреса, который мы посещаем, могут сказать «Привет Брайану», «Привет Дэвиду, Гарри, Рону или Гермионе». И мы видели возможность, используя Django, добавлять некоторые условия, чтобы иметь возможность условно сказать: если что-то верно, отрисовывайте эту страницу, если что-то еще верно, отрисовывайте другую страницу. Давай теперь используем эти функции плюс некоторые дополнительные функции, чтобы начать создавать более сложное веб-приложение. Что-то вроде списка дел, который, возможно, я захочу, чтобы веб-приложение давало мне это. Список задач, который позволяет мне добавлять новые задачи в мой список дел и позволяет мне просматривать все задачи, которые в данный момент есть в моем списке. И я бы хотел наращивать это шаг за шагом. Так, с чего же мне начать? Ну что же, опять же это будет новое приложение. Внутри моего проекта Lecture 3 у меня пока есть два приложения. Приложение Hello и приложение на Новый год. И теперь я хотел бы создать третье приложение, которое я просто назову задачами. Это будет мое приложение для управления задачами, и все это под эгидой проекта Lecture 3. Так что я пойду дальше и запущу Python Manage. Запустите приложение задачи, чтобы сказать, что я хотел бы продолжить и создать новое приложение под названием задачи. В любое время, когда я создаю новое приложение, мне нужно выполнить пару шагов, вспомнить, что мне нужно войти в Settings. Внутри лекции 3, чтобы сказать, что так, что я пойду дальше и запущу Python Manage. Запустите приложение задачи, чтобы сказать, что я хотел бы продолжить и создать новое приложение под названием задачи мальчик, например. Тогда мне нужно зайти в URLs. Внутри лекции 3 хочу сказать, что в дополнение к привет и Новый год, я бы также хотел, чтобы мы включили URL-адреса для задач. Эти URL-адреса, опять же, являются оглавлением для всего моего веб-приложения. Где в моем веб-приложении, если я посещаю Hello, мы переходим к URL-адресам приложения Hello. Если я захожу в раздел «Задачи», то я перехожу к URL-адресам задач вверх и так далее, и так далее. Это говорит мне обо всех различных URL-адресах, к которым у меня теперь есть доступ. И как и раньше, файл URL-адресов не создается для меня внутри моего приложения. Так что мне нужно будет зайти в каталог задач. И внутри каталога задач я создам новый файл, который я назову URLs.py. И формат этого будет очень похож на то, что мы уже видели с пути импорта Django. URLs is import views. А теперь я определяю свои шаблоны URL, где я хотел бы, чтобы путь был просто пустой строкой, на данный момент пустой путь, который загружает функцию индекса, имя которой, например, индекс. Так что теперь давай на самом деле напишем эту индексную функцию внутри views.py. Что я хотел бы сделать, так это определить функцию под названием индекс, которая принимает запрос. И что я хотел бы сделать, так это отрисовать страницу, на которой отображается список всех моих задач. Поэтому прежде чем мы перейдем к идее добавления задач, давай просто посмотрим, сможем ли мы заставить нашу программу отображать список задач, например. Поэтому я наверху создам глобальную переменную, которую буду просто называть задачами, к которым будет доступ у всего приложения. И я добавлю к ней 3 задачи. На данный момент мы будем просто использовать foo, by и bus, просто бессмысленные имена, которые являются просто полезными строками для целей тестирования, просто помещая их в качестве примеров задач, которые я, возможно, захочу иметь внутри своего приложения. А теперь я хотел бы сделать рендеринг шаблона. Шаблон, который я хотел бы рендерить, будет называться tasks.index.html, а затем я приведу к этому некоторый контекст, некоторую информацию, которая индекс. HTML потребности. Какая информация делает индекс? HTML нужно. Ну что же индекс? HTML нужен доступ ко всем моим задачам. А где все мои задачи? Ну, они находятся внутри этой переменной, которая так уж получилось, что тоже называется задачами. И это будет то, что мы довольно часто видим как парадигму в Django, где мы видим ключ и значения, которые выглядят так, как будто у них одно и то же имя. Ключевое различие заключается в том, что независимо от того, что находится здесь справа после двоеточия, это значение, которое принимает переменная. Это переменная Python, как эта переменная Python выполняет здесь задачи. Слева это клавиша, эта строка выполняет задачи, это имя переменной, к которой HTML-шаблон будет иметь доступ при ее рендеринге Django. Таким образом, у Django есть доступ к этому имени переменной слева, которая имеет это значение справа. Так что если ты видишь эту парадигму, в конечном счете это то, что это будет означать. И теперь мне нужно создать это индекс. HTML-файл и заставьте его каким-то образом использовать эту переменную tasks. Как я могу это сделать? Ну что же, я могу вернуться в свой каталог задач, создать новую папку для своих шаблонов. Поэтому я создам каталог шаблонов, внутри которого находится каталог задач, потому что шаблон, который я рендерю, опять же это tasks.index.html. И внутри задач я создам новый файл под названием index.html, внутри которого мы включим немного HTML. Я включу только стандартный начальный HTML. Название будет задачи.
А теперь у нас будет текст HTML страницы, на котором я хочу отобразить все задачи внутри неупорядоченного списка возможно. И если вы помните из HTML, чтобы создать неупорядоченный список, это выглядит примерно так. UL начинает неупорядоченный список. И каждый элемент списка представляет собой тег li, например, пункт 1, а затем пункт 2, а затем пункт 3. Что-то в этом роде дает мне неупорядоченный список, внутри которого 3 элемента. Но я не хочу делать это сейчас, потому что я не хочу жестко кодировать или точно указывать, в чем будут заключаться все задачи. Что я действительно хочу сделать, так это зациклить эту переменную task здесь, зациклить все задачи внутри нее и создать элемент списка для каждой из этих задач. И точно так же, как и раньше, где мы могли использовать if внутри фигурных скобок и знаков процента для использования условия. Точно так же мы можем использовать for, чтобы сказать что-то вроде «для задачи в задачах я хотел бы отобразить элемент списка». А затем, используя эти двойные фигурные скобки, я говорю, что включаю задачу здесь. В промежутках между этими задачами элемента списка я хотел бы включить любое значение переменной задачи. А затем я продолжу и закончу цикл for на этом. Так что я сделал здесь, вместо того, чтобы добавлять условия в шаблон, что мы уже видели. Теперь у меня есть возможность добавить цикл в HTML шаблон, используя Django, чтобы сказать, что для задачи в задачах. Я хотел бы перебрать все элементы внутри, и тагопоследовательность называется задачами. И для каждой из этих отдельных задач я хотел бы отобразить элемент списка в формате HTML, который включает в себя любое значение задачи. Endf точно так же, как endif в операторе if, endf завершит цикл for. Так что этот синтаксис теперь вместо того, чтобы каждый раз давать мне точно такое же количество элементов списка с точно таким же содержимым, будет динамическим. Какова бы ни была ценность задач, теперь мы будем видеть на этой странице каждую из них в виде элемента списка. И мы можем проверить это прямо сейчас, если на самом деле запустим это приложение, перейдя на Python Manage. Запустите сервер. Я пойду дальше и перейду по этому адресу. В URL-адресе по умолчанию нет страницы, но если я зайду в раздел «Задачи», то вот что я увижу. Я вижу неупорядоченный список, в котором есть foo, by и bus, каждый из которых является элементом списка. И если я просмотрю исходный код страницы, чтобы увидеть, каков на самом деле HTML, вот что я увижу. Я написал только один тег li внутри своего шаблона, но поскольку я поместил его в цикл for, который повторяет каждую из задач, то, что я в конечном итоге получаю в HTML, который возвращается пользователю, это один элемент списка для каждого из элементов, который изначально был внутри этого списка. Теперь у меня есть возможность перебирать список, чтобы сгенерировать этот список задач. Конечно, по-прежнему нет возможности изменить ни одну из этих задач. То, что мы имеем здесь, это просто фиксированный список задач, который просто так получилось, что рендеринг выполняется с использованием цикла. Что я, возможно, хотел бы, так это еще одну страницу, которая позволит мне добавлять новые задачи. Эффективно форму, которая позволяет мне вводить новую задачу и нажимать «Добавить», чтобы добавить новую задачу. Так давай же сделаем это. Внутри views я определю новую функцию, которую собираюсь назвать add. И будет ли функция добавления выполнять rendering tasks add HTML? Чтобы знать, когда запускать представление, мне нужно дать этому представлению URL-адрес. Так что я иду в URLs, и добавьте новый путь. Когда я перехожу к добавлению маршрута, я хочу перейти к функции views add. И я назову эту функцию add, например. И поэтому теперь, когда я захожу в task add, он будет вызывать функцию внутри представлений. И внутри представления здесь он запустит функцию, которая будет отображать add HTML. Так что давай продолжим и прямо сейчас напишем add HTML. Мы перейдем к шаблонам. Я создам новый файл под названием add HTML. И знаешь что? Add HTML синтаксис очень похож на синтаксис из index HTML с точки зрения того, что такое HTML-контент. Так что я пойду дальше и просто скопирую всю эту страницу с индекс HTML, вставьте его в add HTML. Единственное, что отличается, это текст страницы, где вместо неупорядоченного списка, в котором отображаются все задачи, я бы предпочел форму, где в этой форме вводится текст. А может быть, у этого поля ввода есть имя задача, чтобы я мог получить доступ к этим входным данным позже и к входным данным, тип которых, например, отправить. И может быть, я сделаю большой заголовок вверху с надписью «Добавить задачу», например.
Так что теперь у меня есть новый маршрут, который добавляет задачу. Так что мой маршрут по умолчанию задача просто отображает маркированный список всех задач. И если я зайду в задачи добавить, то вот моя форма, которая дает мне место, где я могу ввести задачу, нажать отправить. Это прямо сейчас ничего не делает, но в конечном счете я надеюсь действительно добавит новую задачу. Конечно, то, что я там только что сделал, должно показаться нам не лучшим дизайном. В частности, решение, которое я принял, было вызвано тем, что общая структура этой HTML-страницы аналогична, у нее есть HTML тег, у нее есть голова, название страницы задачи. В конечном счете я просто скопировал содержимое индекс HTML и вставил его в эту новую HTML-страницу HTML. И каждый раз, когда ты обнаруживаешь, что копируешь вставку, это должна быть еще одна область, где ты начинаешь думать, что, вероятно, есть лучший способ сделать это. А с чистым HTML этого вроде как и не было. Если бы мы хотели, чтобы на нескольких разных HTML-страницах отображался похожий контент, нам нужен был один и тот же HTML-код на всех этих разных страницах. Но теперь в мире Django у нас есть возможность использовать то, что называется наследованием шаблонов. Что я сейчас собираюсь сделать, это определить HTML-файл, называемый макетом, просто какой-то файл, который другие файлы HTML и индекс HTML собираемся унаследовать от него. Они унаследуют от моего макета всю структуру страницы, которая одинакова на обеих страницах. И все, что мне тогда нужно написать, это то, что отличается между страницами. И как я уже упоминал ранее, единственное, что отличается между HTML и индекс HTML — это содержание основной части страницы вот здесь. Так что же мне теперь делать? Хорошо, я создам новый файл внутри моего каталога шаблонов задач, который называется Layout HTML. И верстка будет иметь базовый макет, общий для обеих этих страниц. У меня есть заголовок, название которого задача. У меня есть основная часть страницы. И, возможно, у обеих страниц есть еще что-то общее, что я мог бы добавить. Но прямо здесь, между тегами тела, это тело страницы, которое будет меняться между разными страницами. Поэтому, чтобы обозначить это внутри макетов Django, я снова буду использовать фигурные скобки и знаки процента. Я назову это блоком, а затем я дам этому блоку имя. Я назову его телом, просто потому, что это тело страницы, но я мог бы дать ему любое имя. А затем я добавлю конец блока здесь внизу. И вот что я сейчас сказал внутри этого файла макета, так это то, что этот файл макета имеет тело внутри этой структуры страницы. А внутри тела находится этот блок, называемый телом. И я хочу сказать, что этот блок может меняться в зависимости от того, какой файл мы используем HTML или индекс HTML. Остальная структура не изменится, но содержание этого блока, называемого телом, может измениться. И теперь, что я могу сделать внутри индекс HTML и HTML заключается в том, что вместо того, чтобы включать всю эту логику, я могу избавиться от всего, кроме ключевой части страницы, которая будет отличаться от индекс HTML. Единственное, что отличается от индекс HTML, это неупорядоченный список. И то, что я сейчас включу в верхнюю часть индекс HTML, это я скажу, что эта HTML-страница расширяет text layout HTML. Так вот в чем теперь заключается идея наследования шаблонов. Я унаследовал от Layout HTML шаблон, в основном говорящий, что используйте Layout HTML шаблон, за исключением внутренней части тела блока, я хотел бы включить все это содержимое. И может быть я поставлю ему оценку H1, в которой просто будут написаны задачи в качестве названия. И что теперь индекс HTML говорит о том, что вместо того, чтобы включать весь этот HTML, все, что мне нужно сказать, это то, что этот HTML-файл основан на Layout HTML-файл, но разница в том, что внутри тела страницы будет именно этот контент. И для HTML я могу сделать точно то же самое. Я могу просто добавить эту строчку, расширяющую text layout HTML на вершину HTML. И тогда я смогу избавиться от всего этого шаблонного кода, так сказать, и просто включить ту часть страницы, которая отличается внутри тела страницы. И поэтому кажется, что мы проделали изрядно больше работы только для этих двух страниц. Но если вы представите себе более сложные веб-сайты, и у них есть десятки или сотни разных страниц,
возможность учитывать HTML, который объединяет страницы, определенно может быть очень полезной просто для хорошего дизайна, чтобы быть уверенным, что мы не повторяемся. И если нам когда-нибудь понадобится изменить структуру, вместо того, чтобы менять ее в десятках или сотнях разных мест, мы просто изменим ее в одном месте внутри файла макета. И в результате этого это изменится на каждой из страниц, которые также наследуются от этой страницы. И мы можем проверить это, просто вернувшись в раздел «Задача», добавить, что выглядит нормально. И возврат к задачам тоже выглядит нормально. Обе эти страницы теперь наследуют этот базовый макет. Теперь немного раздражает, что в любое время, когда я хочу переключиться между этой страницей и страницей добавления, я должен перейти по URL-адресу и знать, что мне нужно перейти в задачи, добавить, чтобы переключаться между ними. Я мог бы добавить ссылку, которая приведет меня с одной страницы на другую и наоборот. И я могу это сделать. Если я войду в индекс HTML, вы можете себе представить, что я мог бы просто добавить ссылку сюда, href для создания ссылки. Давай зайдем в раздел «Задачи добавить». И добавить новую задачу будет названием этой ссылки. За исключением того, что проблема или причина, по которой это не обязательно хороший дизайн, заключается в том, что Django разработан таким образом, чтобы очень легко изменить структуру страниц с точки зрения того, как все URL-адреса связаны друг с другом. А у меня здесь жестко запрограммировано, что когда вы нажимаете на эту ссылку, мы переходим в раздел «Задачи добавить». И если бы я когда-нибудь захотел изменить этот URL-адрес, может быть, вместо задачи добавить я хотел создать вместо добавить, что же, тогда мне нужно изменить его в двух местах. Мне нужно было бы вернуться в URLs PyFile, чтобы изменить фактический URL-адрес, чтобы сказать, вместо добавления он должен называться новым. Но тогда мне нужно было бы найти каждое место, где я использую этот URL, и мне нужно было бы изменить его и там. Так что, чтобы справиться с этим, в Django есть дополнительная функция, которая в основном позволяет Django выяснить, каким должен быть URL вместо этого. И мы делаем это, используя имя, которое мы дали каждому из этих маршрутов. И вот тут-то это имя становится релевантным. Я слышу, как просто говорят: ссылка на определенный URL, ссылка на URL под названием «добавить». Поэтому я просто сказал ссылка на URL под названием «добавить». И то, как Django выясняет это, основано на содержимом моего URLs. Py, что внутри моего URLs. PyFile, я определил несколько различных путей. И я дал каждому из этих путей имя. Этот назывался индекс. Этот назывался добавить. И поэтому, когда я это сделал, я смог сказать, что если вы перейдете по ссылке на URL с именем это, Django найдет URL с именем это и свяжет меня напрямую с этим маршрутом. И поэтому, если бы я когда-нибудь изменил маршрут на что-то другое, Django просто выяснил бы, каким должен быть новый URL. И мне не пришлось бы беспокоиться об этом. Django решил бы все проблемы за меня. Так что теперь, если я вернусь на сайт задач, я могу нажать кнопку «Добавить новую задачу». И это приведет меня к добавлению задачи. И, возможно, теперь я хотел бы добавить ссылку, которая ведет назад. Чтобы я мог перейти к HTML, может быть, добавить ссылку внизу, равную href. А на какой URL-адрес я хотел бы перейти по ссылке? Ну, моя страница по умолчанию называлась просто индекс. Так что я включу индекс слов. Я бы хотел ссылаться на индекс URL-адресов, а затем, возможно, просматривать задачи в качестве названия ссылки. Так что теперь, если я перейду только на страницу задач по умолчанию, я увижу ссылку, чтобы добавить новую задачу. И теперь я вижу ссылку, которая вернет меня к возможности просмотра задач. И когда я нажимаю на эту ссылку, я вижу нет. А сейчас это, наверное, не то, чего я хотел. Я хотел вернуться на страницу индекса для моего приложения задачи, но, похоже, когда я нажал «Просмотреть задачи», я перешел на нет. А что здесь происходит? Ну, если ты посмотришь на URL-адрес, то это URL-адрес NUE. Каким-то образом я оказался в приложении задачи. Я нажал на ссылку, и я снова в приложении Новый год. Как это случилось? Оказывается, это пример столкновения пространств имен, когда у меня есть две вещи, которые имеют одно и то же имя. И в этом случае происходит то, что у меня есть URLs PyFile для моего приложения задачи, где у меня есть маршрут под названием «Добавить» и маршрут под названием «Индекс». Но так получилось, что внутри папки «Новый год», если я подойду к Новому году и посмотрю на Новый год URLs, PyFile новогодний URLs, PyFile также имеет путь, имя которого индекс. И вот что я сказал: создай ссылку. И я бы хотел, чтобы эта ссылка ссылалась на то, что имеет URL-адрес с именем индекса. И оказалось, что было несколько вещей, у которых у всех было имя индекса. И поэтому Django не знал, какую выбрать. И он просто выбрал новогоднюю. И ты можешь себе представить, что связывание между приложениями — это то, что ты, возможно, разумно захочешь сделать. Ты хочешь, чтобы, например, со страницы покупок Amazon можно было перейти по ссылке, которая приведет тебя на Amazon Video. Или ты хочешь, чтобы в поиске Google можно было нажать кнопку, которая приведет тебя на карты Google. Но в данном случае это не совсем то, чего я хотел. Произошла коллизия пространств имен, когда две вещи имеют одно и то же имя, которое я теперь хотел бы исправить. И самый простой способ исправить это — внутри URLs
Пайт для моего приложения задачи, позвольте мне просто присвоить каждому из этих URL-адресов имя приложения, называемое задачи. Это просто помогает однозначно идентифицировать все URL-адреса, потому что теперь внутри HTML вместо того, чтобы просто ссылаться на URL-адрес, имя которого является индексом, и самый простой способ исправить это внутри URLs. Пайт для моего приложения задачи, позвольте мне просто присвоить каждому из этих URL-адресов имя приложения, называемое задачей мальчик, сказал он. И точно так же внутри индекс HTML я дам ссылку на задачи, добавить, чтобы добраться по этому конкретному маршруту из этого конкретного названия приложения. Так что теперь, если я вернусь на сайт, вернитесь на страницу моих задач, теперь ссылки работают так, как ожидалось. Я могу перейти к новым задачам. И я также могу вернуться к списку всех моих задач. Так что теперь это работает. Теперь у меня есть эти две страницы, на одной из которых отображается мой список, а на другой – моя возможность добавить новую задачу. Но форма добавления новой задачи прямо сейчас ничего не делает. Я ввожу задачу. Я ввожу фу, если я хочу добавить задачу под названием фу. И нажимаю «Отправить». И вроде бы ничего не происходит. На этом сайте ничего существенно не меняется. Так что я бы хотел, чтобы эта форма что-то сделала. И мы видели, что можем добавить действие в форму, чтобы иметь возможность взять эту форму и отправить ее куда-нибудь. И это то, что я хотел бы сделать, когда добавляю новую задачу. Я собираюсь добавить действие в эту форму. А когда я отправлю форму, по какому URL-адресу я хотел бы ее отправить? Что же, я пойду дальше и отправлю ее обратно по URL-адресу для задач «Добавить». Я отправлю ее обратно по этому URL-адресу добавления, когда отправлю форму. И я собираюсь указать в этой форме конкретный метод запроса. Его методом будет пост. И поэтому мы уже видели метод запроса get. В любое время, когда вы вводите URL-адрес или нажимаете на ссылку, чтобы перейти на другую страницу, метод запроса, неявно связанный с этим запросом, называется get, что просто означает, что я хотел бы получить определенную страницу. В любое время, когда вы отправляете данные, которые потенциально могут изменить какое-то состояние внутри приложения. Например, изменить состояние списка задач, хранящегося внутри приложения, мы обычно используем другой метод запроса, называемый пост. Почта обычно используется для отправки данных формы. Она не включает параметры внутри URL-адреса, как это делает запрос get, как мы видели, например, в Google. Но эта возможность публикации даст нам возможность отправлять данные другим способом запроса на мой маршрут добавления. Так что давай попробуем это сделать. Теперь я перейду к задаче добавлению. Я вижу возможность добавить задачу. И может быть я добавлю задачу, например, проверить электронную почту или что-то в этом роде, и нажму «Отправить». И все в порядке, я получу сообщение об ошибке «Запрещено». Этот 403 в скобках означает, что это код ответа, который пришел обратно. Это ошибка, которую Django сгенерировал для меня. Так что этот 403, как мы видели ранее, означает «Запрещено». У меня по какой-то причине нет разрешения на это. А теперь, почему у меня нет разрешения отправить эту форму? Здесь написано, что проверка CORF не удалась. Значит, CORF расшифровывается как подделка межсайтовых запросов. И что это значит? Это уязвимость в системе безопасности, которая присуща некоторым формам, если они не разработаны безопасным способом. Что означает, что кто-то может поделать запрос на конкретный веб-сайт, используя какую-либо форму на своем отдельном веб-сайте, например. Ты можешь себе представить, что кто-то на другом веб-сайте может обманом заставить пользователя отправить форму, которая отправляет его данные в нашу функцию добавления задачи, которая добавляет новую задачу в их список задач. И может быть это не имеет большого значения для задач, но вы могли бы представить себе, что в более безопасном контексте. В более чувствительном контексте, таком как банк, например, у них может быть форма на их веб-сайте для перевода денег от одного пользователя другому. И если они уязвимы для такого рода атак, подделки межсайтовых запросов, кто-то другой на другом веб-сайте может обманом заставить пользователя отправить форму, в которой он отправляет данные формы. И он заходит на веб-сайт банка, чтобы сказать: «Я хотел бы перевести деньги от этого одного пользователя другому пользователю». Поэтому мы хотели бы иметь возможность создавать формы, которые не подвержены этой конкретной уязвимости в системе безопасности, которые не позволяют подделывать запросы другим веб-сайтам. Так как же мы можем это сделать? Ну, одна из стратегий, которую можно использовать для борьбы с такого рода атаками, это добавить в нашу форму скрытый токен подделки межсайтового запроса или токен CORF, который будет просто уникальным токеном, генерируемым для каждого сеанса. Значит, каждый раз, когда другой пользователь посещает эту конкретную форму, он видит другой токен CORF. А затем, когда пользователь отправляет форму, он отправляет этот токен вместе с формой. И наше веб-приложение проверит, действительно ли этот токен действителен. И если он действителен, то они разрешат отправить форму. Но это означает, что злоумышленник не сможет поделать запрос на наш веб-сайт, потому что этот злоумышленник не знает конкретно, что такое сгенерированный токен. Поэтому он не пройдет проверку на проверку CORF. И так уж получилось, что в Django по умолчанию включена проверка CORF.
И это делается с помощью специального дополнения, известного как промежуточное программное обеспечение Django. Промежуточное программное обеспечение относится к способности Django как бы вмешиваться в обработку ответа на запрос запроса Django. А если я посмотрю на Settings, Py файл, если вам интересно для этого конкретного веб-приложения, внутри настроек Py, если мы прокрутим страницу вниз, мы увидим целую кучу промежуточного программного обеспечения. Это установлено по умолчанию внутри приложения Django с точки зрения обеспечения того, чтобы у нас были различные функции, подключенные к обработке ответа на запрос. И одним из них является промежуточное программное обеспечение CeorfView. Это функция Django, которая позволяет ему убедиться, что наши запросы, когда мы отправляем данные по почте, имеют потенциал. Чтобы каким-то образом изменить состояние приложения, нам нужна проверка Seorf. Нам нужно добавить какой-то токен в нашу форму, чтобы убедиться, что Django может проверить достоверность этой формы. Чтобы убедиться, что они знают, что форма действительно получена из самого веб-приложения. А ведь довольно легко добавить этот токен на нашу HTML-страницу. Он встроен в Django. Внутри фигурной скобки и знака процента мы можем просто сказать: я хотел бы добавить на эту страницу токен Seorf, например, чтобы продолжить и заполнить его токеном Seorf прямо там. Если я сейчас вернусь на страницу и обновлю страницу, то теперь я увижу «Добавить задачу». Но если нам интересно, я действительно могу пойти и просмотреть исходный код страницы. Я могу заглянуть внутрь этой страницы. А вот и форма. И это та же форма, которую мы видели раньше, но вы заметите, что Django вставил это дополнительное поле ввода, этот ввод, тип которого скрыт. Что означает, что мы не сможем увидеть его в обычном режиме, имя которого токен промежуточного программного обеспечения Seorf. А вот и его значение — какая-то длинная строка символов, которую Django сгенерировал для меня, так что когда я отправлю эту форму, он проверит, действителен ли это токен. И если он не найдет этот жетон, он не примет мою анкету. И если кто-то еще зайдет на этот веб-сайт, он увидит, что ему также представлен другой жетон. И это помогает убедиться, что никто не сможет поделать такого рода запросы. Так что теперь, если я веду задачу, которую мне нравится добавлять, что-то вроде проверки электронной почты, и нажму «Отправить», теперь форма отправится без ошибок. Конечно, это ничего не даст. Если я вернусь к своему списку задач, он по-прежнему будет пуст. Но, по крайней мере, теперь я смог отправить эту форму. Стоит отметить, что внутри HTML мы создали эту форму как бы с нуля. Я создал поле ввода, тип которого текст, а название задача. Но создание форм — это то, что так часто происходит в мире веб-программирования, часто со многими различными полями, которые вы, возможно, захотите изменить со временем. Но Django добавил несколько способов упростить создание форм. Проверить данные внутри этих форм просто для того, чтобы немного облегчить нашу жизнь, когда дело доходит до работы с формами и взаимодействия с ними. И поэтому сейчас мы рассмотрим альтернативный способ сделать то же самое. То, что мы здесь сделали, просто работает. Мы можем создать форму, просто используя необработанный HTML, как мы уже видели раньше. Но у Django также есть возможность создавать формы для нас. Так что для того, чтобы сделать это, я войду в Views. Вверху добавьте формы импорта из Django. А теперь я собираюсь создать новый класс для представления этой формы. Я создам класс Python, который назову просто NewTaskForm, так как я буду использовать его для создания новой задачи. Он унаследует от Forms. Форм. А теперь внутри этого класса мне нужно определить все поля, которые я хотел бы иметь в этой форме, все входные данные, которые я хотел бы предоставить пользователю. И поэтому я хочу, чтобы они указали название задачи, которое будет полем символов или полем символов. То есть я хочу, чтобы пользователь вводил символы. И я могу дать этому ярлык, например, назвать это новой задачей. И теперь все, что я могу сделать, это когда я оказываю это HTML, я могу добавить некоторый контекст и сказать: предоставьте этому шаблону доступ к переменной, называемой формой, которая будет просто новой формой задачи. Так что я собираюсь создать новую форму задания, передать ее в этот HTML шаблон. А теперь внутри это HTML, вместо того, чтобы вводить входные данные, тип которых текст, имя задачи, и делать это самостоятельно, я могу просто использовать двойные фигурные скобки и сказать: подключите форму здесь. И это автоматически позаботится об этом. Django сгенерирует необходимый HTML-код, чтобы эта форма работала. Так что если я обновлю эту страницу, теперь я увижу, что вот форма, которую Django создал для меня. В ней создано поле ввода. Она дала ему метку новой задачи, так что я знаю, что это то, куда должны идти новые задачи. Но теперь вместо того, чтобы редактировать HTML в любое время, когда я захочу изменить данные формы, которые используются внутри этого приложения, я могу просто изменить эту новую форму задачи. Если, может быть, я захочу в конечном итоге обновить свое приложение, где в дополнение к указанию текстового поля, в котором я могу ввести новую задачу. Может быть, я также захочу иметь возможность указать число, указывающее приоритет. Эта задача должна была иметь. Я мог бы дополнительно предоставить этой форме доступ к переменной приоритета, которая представляет собой целочисленное поле, метка которого является приоритетной. И я даже могу добавить ограничение на это. Чтобы быть уверенным, что это достоверные данные, я могу дать им минимальное значение,
может быть 1 и максимальное значение 10, например, для того, чтобы добавить все это. А теперь, ничего не трогая в своем HTML, я просто изменил саму форму внутри своего кода на Python. Теперь, если я обновлю страницу, я увижу дополнительное поле. Я вижу возможность ввести новую задачу. И я вижу возможность указать какой-то приоритет. И, конечно, ты мог бы добавить C, чтобы сделать это немного приятнее. Но теперь Django автоматически выполнит проверку на стороне клиента, где если я веду новую задачу, такую как проверка электронной почты, но не укажу приоритет и отправлю ее, мне будет предложено заполнить ее. Если я веду число в недопустимом диапазоне, мне нужны были только числа от 0 до 10, оно заполнит его. И это все то, что мы бы опять же назвали проверкой на стороне клиента. Сервер не получает никаких этих данных. Это просто веб-страница была закодирована, чтобы знать, каковы допустимые значения. И это заставит меня убедиться, что я вводю что-то, что соответствует этим значениям. Но в целом, когда мы проводим проверку форм, когда мы удостоверяемся, что формы являются достоверными данными, мы хотим каким-то образом убедиться, что включаем проверку не только на стороне клиента, но и на стороне сервера. Мы также хотим проверить сервер, чтобы убедиться, что входные данные также действительны, потому что есть много причин, по которым мы могли бы захотеть это сделать. Во-первых, очень легко отключить такого рода проверку на стороне клиента или просто отправить запрос, не выполняя никакой проверки на стороне клиента. И, возможно, если пользователь смотрит на старую версию страницы, проверка, которую мы проводим на сервере, более актуальна, чем эта проверка на стороне клиента. А формы Django очень упростят нам выполнение обеих этих вещей, как проверки на стороне клиента, так и проверки на стороне сервера. Так как же это работает? Как нам это сделать? Ну, внутри функции добавления эта функция добавления теперь вызывается двумя разными способами в зависимости от метода запроса. Если я попытаюсь получить страницу добавления, просто нажав на ссылку «Добавить новую задачу» или перейдя по URL-адресу add, я хочу просто отобразить новую пустую форму. Но если я размещаю данные на этой странице, используя метод запроса post вместо get, это означает, что я отправляю форму. И теперь я хочу отправить новую задачу, которая будет добавлена в мой список задач. Поэтому я хотел бы добавить для этого чек. Я собираюсь добавить сюда условие, в котором говорится, что если request method равен post, что же, тогда здесь я хотел бы обработать результат этого запроса. И способ, которым вы делаете это и форму Django, заключается в создании новой переменной, называемой form, которая будет newTaskForm. И если я просто использую newTaskForm с двумя круглыми скобками, как я делал раньше, это создаст пустую форму. Но ты также можешь заполнить эту форму некоторыми данными. И если я заполню ее с помощью request post, то это будет означать, что request post содержит все данные, которые пользователь отправил при отправке формы. И поэтому я сейчас создаю переменную формы, беря все эти данные и заполняя их в этой новой форме задачи, которая теперь будет содержать все данные, отправленные пользователем. И ты мог бы представить, что проверяешь это вручную, но я могу просто вызвать if-form из подчеркивания valid и внутри этого оператора if использовать некоторую логику, используя очищенные данные в результате использования этой формы. И поэтому внутри переменной, называемой form, client подчеркивание data, это даст мне доступ ко всем данным, предоставленным пользователям. И поэтому, если я хочу узнать, какую задачу они отправили, потому что у меня здесь была переменная, называемая task внутри newTaskForm, что же, я просто зайду в form client подчеркивание data, а затем в task. И я сохраню это внутри переменной, называемой task. А теперь я хотел бы добавить эту задачу в свой список задач, перейти к задачам. Добавьте эту новую задачу. Так вот, что мы делаем, если форма действительно. Если форма действительно, мы берем данные из формы, получаем задачу, сохраняем ее внутри этой переменной, называемой задачи, и добавляем в мой растущий список. Но в противном случае, если форма недействительна, что нам делать вместо этого? Хорошо, тогда я должен вернуть это. HTML подайте еще раз. Но вместо того, чтобы возвращать им форму, новую форму, я собираюсь отправить им обратно данные существующей формы, чтобы мы могли отобразить информацию о любых ошибках, которые также могли возникнуть. Так как же это теперь выглядит? Давай покажем пример. А затем я вернусь к коду, чтобы ты мог более подробно увидеть, как это работает. Вот задача добавления. Вспомни, что если я веду задачу такую, как проверка электронной почты, и приоритет, который недействителен, находится вне диапазона, например, 11, и нажму «Отправить», он скажет, что значение должно быть меньше или равно 10. Но давай теперь представим ситуацию, когда клиент и сервер проверяют разные вещи, и может быть я сейчас решил, знаешь что? Приоритет вместо того, чтобы быть от 1 до 10, может быть только от 1 до 5. Теперь это допустимый диапазон приоритетов. Но этот клиент, который все еще является более старой версией страницы, этого не знает.
Поэтому он думает, что приоритет 8 все еще действителен. И он пройдет проверку на стороне клиента. Но теперь я нажимаю «Отправить». И сервер обработает его. И поскольку оно недействительно, оно возвращает мне форму и выдает ошибку. Убедись, что это значение меньше или равно 5. Вот почему мы обычно хотим, чтобы проверка проводилась как на стороне клиента, так и на стороне сервера, чтобы убедиться, что данные, которые мы в конечном итоге получим, будут точными и чистыми, соответствующими любой спецификации, которую мы отправили, когда создавали эту форму в первый раз. И поэтому на данный момент мы не собираемся слишком сильно беспокоиться о приоритете, потому что нас просто действительно волнует, в чем заключается задача. Но просто знай, что если тебе нужна форма с несколькими полями, ты можешь добавить дополнительные поля и в эту форму ввода. Так что теперь мы добавили в наш маршрут некоторую логику приложения, которая проверяет, действительно форма или нет. Если мы посмотрим, что на самом деле делает функция добавления, мы проверяем, является ли метод запроса пост, то есть отправил ли пользователь какие-либо данные формы. Затем мы вычисляем все данные, которые они отправили, и сохраняем их внутри этой переменной формы. Мы проверяем, действительно ли форма. Они действительно предоставили задание. Предоставляют ли они все необходимые данные в правильном формате. Если это так, то мы получаем задачу и добавляем ее в список задач. В противном случае, если форма недействительна, тогда мы продолжим и сделаем то же самое. HTML отправьте им файл обратно, но мы передадим форму, которую они отправили, чтобы они могли увидеть все допущенные ими ошибки. Они могут внести изменения в свою собственную форму, если захотят. А затем в противном случае, то есть если метод запроса вообще не был пост, если пользователь просто пытался получить страницу, а не отправлять на нее данные, тогда мы просто отрисоваем им пустую форму. И такого рода парадигма на самом деле довольно распространена, когда мы имеем дело с запросами и ответами. Часто страницы, на которых есть формы, хотят, чтобы вы сначала смогли получить эту форму с помощью метода get, чтобы просто получить страницу для отображения содержимого, но эти маршруты также часто поддерживают метод публикации, когда вы можете отправлять данные по этим маршрутам, чтобы сказать: я хотел бы теперь отправить данные по определенному маршруту, чтобы получить какие-то результаты. Своего рода дополнение к списку задач, перевод денег в банке с одного счета на другой, например, или что-то совершенно другое. Но посмотри, что произойдет, если я сейчас попробую внутри задачи добавить новую действительную задачу, что-то вроде проверки электронной почты, например. Я нажимаю «Отправить». И хорошо, кажется, ничего особенного не происходит, потому что я просто возвращаю эту новую форму задачи. Но если я вернусь к просмотру задач прямо сейчас, я увижу, что проверка электронной почты была добавлена в мой список задач, потому что в исходном списке задач были только фу, бабас, а теперь мы добавили к нему проверку электронной почты. Но это было не совсем то поведение, которого я мог ожидать. Может быть, я хотел, чтобы после того, как я отправил форму задания, чтобы добавить новую задачу, я хотел бы быть перенаправленным обратно на эту страницу. И оказывается, что Django позволяет нам легко перенаправлять пользователей с одной страницы на другую. Для этого, после того, как мы добавим новую задачу в мой список задач, я собираюсь вернуть HTTP Response Redirect и перенаправить пользователя на определенный маршрут. Я мог бы перенаправить их просто на вертикальный /tasks, например. Но опять же, мы обычно стараемся не жестко кодировать URL-адреса в нашем приложении. Так что лучшим дизайном было бы сказать: позвольте мне дать вам название маршрута и продолжить обратный инжиниринг того, что на самом деле представляет собой маршрут. И поэтому для этого мы можем использовать функцию reverse, встроенную в Django, и сказать задаче индекс, чтобы выяснить, каков URL адреса индекса для приложения задачи. И использую этот URL-адрес как тот, на который мы в конечном итоге перенаправим, когда вернем этот HTTP Response Redirect. Чтобы использовать их, нам нужно импортировать их оба. Так что сверху я скажу из Django: HTTP import HTTP Response Redirect. А из Django URLs я сделаю обратный импорт. Так что теперь я импортировал и то, и другое. И теперь результат этого заключается в том, что после того, как я отправлю новую задачу и добавлю ее в свой список задач, я буду перенаправлен обратно на страницу индекса моего приложения задачи. И для пущей убедительности я начну с пустого списка, чтобы избавиться от фу-бара базы, которые мы видели там изначально. Так что задачи начинаются с пустого списка. А теперь обнови страницу. Я не вижу здесь никаких задач по умолчанию. Но если я добавляю новую задачу, я набираю что-то вроде проверить электронную почту, нажимаю «Отправить». Теперь я вижу, что она добавлена в список задач. И я перенаправляюсь обратно на страницу задач. Я могу добавить новую задачу, что-то вроде постирать, нажать «Отправить». И это тоже будет добавлено к моей задаче. Таким образом, поддерживая глобальную переменную tasks и обновляя ее в любое время, когда я отправляю форму, я смог динамически увеличивать этот список задач внутри моего приложения и отображать все эти задачи здесь, внутри моей HTML-страницы. Однако есть еще одна большая проблема с приложением, которое я создал. И она восходит к идее,
что я сохранил эти задачи внутри глобальной переменной. Эта переменная — это то, к чему имеет доступ все приложение, а это значит, что любой, кто посетит мой веб-сайт, сможет увидеть точно такой же список задач. И мы можем смоделировать это, представив, что кто-то другой посещает этот URL-адрес, который я могу смоделировать в Google Chrome, открыв окно инкогнито, чтобы смоделировать другой сеанс. Другого человека, взаимодействующего со страницей и переходящего по тому же URL-адресу. Что они видят, когда в любом окне инкогнито переходит по одному и тому же URL-адресу, так это точно такой же список задач. И я, и другой человек видим один и тот же список, потому что во всем приложении есть только одна переменная задач, которая является общей для всех запросов, поступающих в это конкретное приложение. А это, наверное, не то, чего я хочу, когда имею дело с чем-то вроде списка задач. Я, наверное, хочу, чтобы это было для каждого пользователя, чтобы если другой пользователь посещает страницу, у него тоже был свой собственный список задач. И поэтому, чтобы сделать это, мы представим концепцию сеансов в Django или в интернете в более общем плане, где сеансы — это способ, во-первых, Django помнить, кто вы, чтобы при последующих посещениях он помнил, кто вы, и знал, кто вы. Но что еще более важно, он способен затем хранить данные о вашем конкретном сеансе. Он может хранить ваш идентификатор пользователя или информацию о вас. Или в данном случае он может хранить все ваши задачи. И поэтому, чтобы воспользоваться преимуществами сеансов, вместо глобальной переменной, называемой задачи, мы собираемся удалить ее и вместо этого сохранить задачи внутри сеанса пользователя. Поэтому внутри указательного маршрута я включу такую строку. Я проверю, нет ли задач в request session, то есть, если я загляну внутрь сеанса, и вы можете думать о сеансе как о большом словаре, представляющем все данные, которые у нас есть в файле внутри сеанса о пользователя. А если задач нет в этой сессии, позволь мне добавить в запрос задачи сессии и установить их равными пустому списку. И вот что я здесь сделал, так это заглянул внутрь сессии. Я заглядываю внутрь сессии, чтобы посмотреть, есть ли уже список задач в этой сессии. А если нет, если в сессии еще нет списка задач, то я бы хотел его создать. Тогда я бы хотел установить задачи в квадратных скобках request session равными пустому списку. Если у пользователя еще нет списка задач, дайте ему пустой список задач. А теперь здесь, в задачах, вместо рендеринга переменных задач, которых больше не существует, я буду рендерить задачи запроса сеанса, чтобы передать этот список задач в этот конкретный шаблон. И теперь индекс HTML мы все еще просматриваем этот список задач. А теперь посмотрим, вернусь ли я к задачам. Я вижу, такой таблицы Django подчеркивание session нет. Так что это немного странная ошибка. Что здесь происходит? Такой таблицы Django подчеркивание session нет. Оказывается, как мы увидим в будущем, Django имеет тенденцию хранить данные внутри таблиц. И мы еще не поняли, что это в конечном счете означает и как манипулировать данными, хранящимися внутри таблиц, или взаимодействовать с ними. Но Django хранит данные о сеансах, которые по умолчанию будут происходить внутри таблицы. И ты можешь изменить это, чтобы Django хранил данные о сеансах в другом месте. Но в конечном счете Django хранит данные о том, кто ты и в чем заключаются твои задачи. И эти данные нужно где-то хранить. И по умолчанию Django хочет хранить их внутри таблицы. И прямо сейчас этой таблицы не существует. Так что нам нужно ее создать. И способ предоставить Django доступ к той таблице, которую он хочет создать, которую он ждал создания, но еще не создал, это запустить эту команду внутри терминала Python Manage. Помигрировать. И мы узнаем больше о том, что это значит с точки зрения того, что такое миграция и что значит перенос данных в базу данных. Но пока просто знай, что Python Manage. PyMigration позволит нам создать все таблицы по умолчанию внутри базы данных Django. В следующий раз мы рассмотрим создание собственных баз данных и добавление собственных таблиц для хранения наших собственных пользовательских данных. Но у Django есть несколько начальных таблиц по умолчанию, которые он хочет создать. И работает на Python Manage. PyMigration позволяет создавать эти таблицы. Теперь, когда они существуют, мне сначала нужно запустить сервер, поэтому Python Manage. Запустите сервер. Я загружаю страницу. А вот и мой список задач. Здесь ничего нет, поэтому, когда я перебираю все пункты списка, он вроде как пустой, что, возможно, не самый лучший пользовательский интерфейс или пользовательский дизайн. Так что я, возможно, захочу добавить дополнительное условие. Оказывается, внутри индекс HTML всякий раз, когда у меня есть цикл for внутри шаблона Django, я также могу добавить пустое условие, чтобы сказать, что если я запускаю цикл for, но он вообще не запускается, потому что последовательность пуста,
Ну, тогда позвольте мне просто сказать типа никаких задач, например. И это просто приятная особенность языка Django, которая просто облегчает нам работу с ситуациями, когда мы перебираем список, а в этом списке ничего нет. Так что теперь я обновляю страницу, никаких задач, именно то, что я ожидал бы увидеть. И теперь этот индексный маршрут, кажется, работает нормально. Что теперь нужно изменить, когда дело доходит до добавления новой задачи? Ну что же, вместо того, чтобы добавлять задачу в мой список задач, позволь мне пойти дальше и сказать запрос. Сессионные задачи, потому что это мой список задач. И позволь мне добавить в запрос сессионные задачи эту новую задачу. И я добавляю к ней новую, что-то вроде добавления списка в конец, который содержит только одну новую задачу, которую я получил из формы. Поэтому, когда форма отправлена, мы проверяем, действительно ли она. Мы получаем задание, отправленное пользователем. И мы добавляем это к списку задач, который уже сохранен внутри сеанса, прежде чем перенаправить пользователя обратно на страницу индекса. Так что давай попробуем. Мы вернемся к этому URL-адресу, вернемся к задачам. Я вижу, что изначально у меня нет задач. И теперь я могу добавить новую задачу, ввести что-то вроде проверить электронную почту, нажать «Отправить». И правильно, теперь это добавлено. Добавь нашу новую задачу, что-то вроде постирать, отправить. И теперь там есть обе эти задачи. Но теперь важно то, что если вы представите, что кто-то в окне инкогнито или на другом компьютере посещает тот же веб-сайт, возвращаясь на эту страницу, он увидит совершенно другой список задач, потому что у него другая сессия. Их сеансы определяются файлами Коки, этими маленькими ручными штампами, которые помогают браузеру передавать некоторую информацию веб-серверу Django, чтобы сказать «вот кто я». Так что Django знает, какие данные вам показывать. И в этом случае, моем первоначальном случае, Django знает, кто я такой, знает, как показать мне эти задания. И в данном случае это другой пользователь в окне инкогнито в данном случае. И поэтому то, что они видят, это список, в котором вообще нет задач. Так что теперь мы действительно только поцарапали поверхность того, что может предложить Django. Но теперь мы видим, какими возможностями он обладает для создания динамических веб-приложений. Вместо того, чтобы просто отображать HTML и C, которые каждый раз одинаково использует Django. Теперь у нас есть возможность программно генерировать пользовательские HTML и C, либо говоря «привет» к имени человека, основанному на том, какое имя указано внутри URL, или возможность сказать, проверить текущую дату и условно отобразить что-то, если дата отличается от другой. И возможность хранить данные на основе сеанса, чтобы иметь возможность хранить информацию о мальчик. У тебя есть список дел. Например, такой, чтобы при последующих посещениях они могли видеть свой список вещей, которые им нужно сделать, с другим списком для каждого из этих возможных пользователей. И это действительно только начало того, что может предложить Django. Где Django становится очень мощным, так это когда речь заходит о хранении данных внутри баз данных, манипулировании этими данными и взаимодействии с этими данными различными способами. И именно в этом в конечном счете заключается большая мощь такого веб-фреймворка, как этот. В следующий раз мы рассмотрим это подробнее. Но пока это был просто взгляд на Django и на то, как мы можем использовать его для создания такого рода веб-приложений. Это было веб-программирование на Python и JavaScript. Увидимся в следующий раз.